Кандидат наук. Закончил Московский физико-технический институт по специальности молекулярная и биологическая физика. Защитил диссертацию в 1990 году. Я автор учебника по общей биологии для 10-11 классов. Вот к этому учебнику мы сделали задачник поурочный. И автор книги «Происхождение жизни». Это уже 5-е издание. Это научно-популярная книга. Ее может читать каждый человек, начиная со средних школьников. Вопрос происхождения жизни волнует меня с самых студенческих лет. Еще будучи советским второкурсником, я заинтересовался, откуда же появились первые живые организмы. Если происхождение одних видов животных из других можно себе хотя бы представить, чисто теоретически хотя бы, то как себе представить появление из мертвых, совсем из мертвой материи, появление живых организмов? Ведь дело в том, что первейшие живые клетки, они не могли быть слишком уж простыми. Не должны были содержаться и белки, и ДНК, а все эти сложные молекулы настолько удивительно устроены, что многие ученые отказываются верить в то, что они могли появиться сами по себе. Возьмем, например, белок какой-нибудь, например, гемоглобин. Вот мы с вами дышим, гемоглобин подхватывает кислород в альвеолах легких и переносит его ко всем клеточкам организма. Гемоглобин – это 700 аминокислот в определенной последовательности. Вот такие длинные бусы сложены в определенную пространственную конструкцию. Аминокислот всего 20 видов. Причем на каждом месте эти 700 аминокислот должна стоять своя аминокислота. Если что-то не так, вот, например, сверхпообильно-клеточная анемия, в бета-цепи гемоглобина одна аминокислота не та, заменена на другую. Если у человека оба гена повреждены такой мутацией и соответствующий гемоглобин дефектный, всего на одну аминокислоту, такой человек не может родиться. Итак, если гемоглобин какой-то не такой у человека, он не может жить. Почему? Потому что он не может обеспечивать себя кислородом. Вероятность же того, что случайно в первобытном океане вдруг сложились аминокислоты, сформировали вот такой длинный гемоглобин, в котором на каждом из 700 мест стоит именно определенная аминокислота, как вы понимаете, 1/20 в 700 степени. Число это ничтожно. Ни за миллиард лет, ни в миллиарды вселенной вы никогда не дождетесь появления какого-нибудь одного гемоглобина. Ученые посчитали вероятность случайного образования всех ферментов, не только гемоглобина, скажем, а других белков и ферментов, скажем, самой простой живой клетки. Получилась величина 10 минус 100 миллионов, по-моему. Да, 10 минус 100 миллионов. Что это за число? Если мы посадим обезьяну за клавиатуру компьютера, она будет случайно тыкать пальцами, то это вероятность того, что она случайно 20 тысяч раз подряд наберет двойной мир без единой ошибки. Если это произошло, значит случайно вдруг появились все биологические молекулы, которые необходимы простейшей клетке. Хотите вторую клетку, пожалуйста, можно сажать обезьяну, чтобы она заново печатала. И если взять, например, ДНК, молекулу жизни, без которой не может существовать ни одна живая клетка, то эта молекула вообще не может существовать сама. В ней часто возникают нарушения, существуют десятки и сотни ферментов, которые снуют вокруг ДНК и восстанавливают, репарируют, так сказать. Возникло нарушение какое-то, фермент снова подшивает в этом месте. И так по всей длине молекулы ферменты постоянно репарируют. Очень сложная молекула, в ней постоянно возникает нарушение. Если ее предоставить самой себе, то вот в обычных условиях она очень быстро, за несколько лет, уж во всяком случае за 1000 лет, придет в полную негодность, она будет совершенно нефункциональной. И представить себе, что вдруг случайно в первобытном океане появлялись вот эти вот ДНК функциональные, ждали, пока сформируется живая клетка, при этом не разрушались, это абсолютный абсурд. Что мы с вами видим в окружающем нас мире? Все предоставлено самому себе. Вот если мы оставили, например, дачу осенью, приехали на нее весной, мы прекрасно понимаем, что там забор не починился, и второй этаж не надстроился, если только крыша потекла или забор покосился. Да? Это второе начало термодинамики. То есть любая молекулярная система, как говорят физики, предоставленная самой себе, приходит в состояние максимального хаоса. Это опыт ученых, опыт молекулярщиков, который подтвердился массой экспериментов. Поэтому, когда нам говорят, что жизнь, такие сложные существа, как мы с вами, или даже простейшие клетки сами по себе появились, то у профессиональных ученых это сразу вызывает массу подозрений. Когда мы обсуждали вопросы цитологии по нашему учебнику с завкафедрой цитологии Московского университета С. Сергеевичем Ченцовым, это ведущий цитолог у нас в стране, соответственно, и в мире один из ведущих, он сказал так, что говорить о том, что самая первая клетка появилась сама по себе, в первобытном океане может только тот человек, который не знает, как она функционирует, как она живет. Самая первая клетка не должна была быть уже
настолько сложной, чтобы она могла питаться, она могла воспроизводиться, что цитологи не верят в том, что такое образование само по себе может появиться. Личная позиция Юрия Сергеевича, что, во всяком случае, клетки, первые живые организмы, были созданы Богом, другого варианта для нас не остается. И, будучи простым советским второкурсником, это был 1982 год, тогда еще только зарождались в непопулярной области синергетика, неравновесная термодинамика, которые декларировали, что они знают, как появились первые живые существа. Я потратил массу времени, это была практически моя специальность. Сидел я целый семестр по библиотекам, прочитал книжки Пригожина, других ученых и был расстроен. Оказывается, сегодня ученые не знают, как появились первые живые существа. Сам Илья Пригожин в своей речи на Нобелевском комитете признался, что, к сожалению, ни мне, ни моим коллегам даже не удалось приблизиться к решению проблемы возникновения жизни. И до сегодняшнего дня проблема появления первых живых организмов – ахиллесова пята всех ныне существующих и прежних эволюционных теорий. Здесь ученые делятся на две группы. Одни считают, что здесь божественное вмешательство, то есть Господь Бог создал. Другие считают, что это появилось где-то в далеком космосе. Но, по сути дела, это не решение проблемы, а задвигание в дальний ящик. Если здесь, на нашей планете, согласно законам физики и химики, не могли появиться первые живые существа сами по себе, что на других планетах, где-то там другая физика или другая химия, там та же самая наука, те же самые законы природы, там столь же смехотворно мала вероятность появления первых живых организмов. Что нас больше всего интересует в проблеме эволюции? Ну, наверное, проблема происхождения человека. Вообще эволюционное представление – это нечто свежее достаточно в науке. До примерно 19 столетия, во всяком случае до его середины, большинство ученых и население планеты полагали, что мир появился в результате сотворения его Господом Богом. А уж человек, конечно, он не родственник обезьяне. Лишь во второй половине 19 столетия стали появляться такие идеи, что виды изменчивы, возможно, они настолько изменчивы, что могут формировать из одних видов другие виды. В 1859 году вышла книга Дарвина «Происхождение видов», где он заявил, что естественный отбор природными условиями, случайных изменений, то есть выбор самых особей наиболее приспособленных, так постепенно может сделать из одной особи другую, и так породить все биологическое разнообразие нашей планеты. В 1872 году вышла книга Дарвина «Происхождение человека», где он решился уже сказать, что и сам человек, может быть, произошел от какого-то обезьяноподобного существа. Надо сказать, что если сегодня из биологии вообще пропадет теория эволюции, ничто в биологии не произойдет, ни один факт не колыхнется. Мы все также можем знать об этом мире, также можем его изучать, также можем лечить болезни, все делать остальное. Если, например, пропадет цитология сегодня, учение о клетке из биологии, все рушится. Мы не знаем, что происходит на уровне клетки, мы не умеем лечить болезни, мы не знаем генетически ничего. Если сегодня из науки пропадет та же самая генетика, это катастрофа, опять же. Сегодня мы без этого ничего не можем сделать. Если сегодня пропадет теория эволюции из биологии, ни один факт не колыхнется, ничего в биологии, собственно говоря, не произойдет. Просто изменится представление наше об этом мире. Как он появился, в результате ли его случайного появления, развития, как утверждал Дарвин, или в результате сотворения его Господом Богом. И вот с появлением книги Дарвина, собственно говоря, начинается история антропологии. Люди стали искать останки нашего обезьяноподобного предка, от кого же мы произошли. И здесь на первом этапе антропологии была масса конфузных ситуаций, о которых сегодня антропологи не любят вспоминать, но они вошли в историю науки. Давайте вспомним кое-какие из них. 1912 год в Великобритании был обнаружен так называемый пилдаунский человек. Череп такой же, как у нас с вами, с большим объемом мозга, а челюсть очень мощная. Челюсть, таких челюстей не бывает у людей, только обезьян, очень массивная. А зубы имели какое-то промежуточное строение. То есть они были очень крупными для человеческих, и в то же время вот у обезьяны зубы острые, есть клыки. Здесь клыков не было, и пара вершин была довольно-таки плоская. Казалось бы, существо переходное между человеком и обезьяной. Очень обрадовались ученые, спрятали ее в недра Британского музея, и почти полвека никому не удалось взглянуть на эту находку. Ученым, которые приезжали по направлению, антропологам, которые должны были изучать и этим заниматься, выдавались лишь гипсовые копии. И на этом материале было защищено свыше 500 диссертаций. Ученые строили догадки,
Почему так шла эволюция? Почему сначала изменился мозг, то есть череп совсем человеческий, объем мозга-то наш с вами, а челюсть еще совсем грубая, а потом физиология подтянулась. То есть получается сначала мыслительные способности развились, а потом вся остальная физиология пришла в соответствие. Почему именно так шла эволюция? В 1953 году, когда в мир иной отошли все те, кто участвовали в этой находке, ее удалось извлечь из спецхрана Британского музея и подвергнуть химическому анализу. Результат был шоковый. Оказывается, так привычный же миру пилдаунский человек, который, казалось бы, доказывал, что мы произошли от обезьян, оказался подделкой. Череп был древним и окаменелым. Челюсть же была достаточно свежей и не вполне еще окаменелой, но обработанной специальным химическим веществом под тон черепа. И изотопный анализ ее показал, что она даже не британского происхождения, а африканского, то есть череп и челюсть с разных континентов. А зубы были чем-то вроде напильника, обточены и обработаны. И до сегодняшнего дня ученые не могут разобраться толком, была ли это сознательная подделка, или это была такая затянувшаяся шутка, которая у антропологов и уж у археологов часто бывает принята. Но тем не менее, 45 лет полагалось, что эта находка доказывает наше происхождение с вами от обезьян. 1922 год. Русло ручья в штате Небраска найден был еще один наш предок. Собственно говоря, найден был всего лишь один только зуб. Но атмосфера тогда была очень накаленная. Люди ждали, найдут или не найдут нашего предка. И когда посмотрели на этот зуб в этой плоскости, поняли, что действительно зуб такой зуб, какой должен быть у существа промежуточного между человеком и обезьяной. Очень обрадовались эволюционисты, назвали его Гесперопитек, сын Атланта, так очень поэтично. И воспроизвели его внешний облик. Вот так вот он ходил. Это вот мама с папой, такая семейка. Нравится вам, не знаю. Ну вот так восстановили этого Гесперопитека всего лишь по одному зубу. Надо сказать, по одному зубу действительно антропологи могут сказать довольно много. Но здесь, конечно, все возможности науки были превышены. Очень уж хотелось представить людям вид этого нашего предка. 5 лет спустя удалось найти полные останки Гесперопитека. Все косточки сохранились прекрасно, зуб этот там стоял в этом скелете, но вид он имел очень неподобающий, так скажем. Это был не человек, а это были останки дикой свиньи, сородичи которой сегодня благополучно обитают в Парагвае. И со свиньями, надо сказать, у человека действительно по физиологии много общего, многие лекарства получают из свиней. И вот такой удивительный факт. Если полистать британскую энциклопедию, там до 14 издания сказано: Гесперопитек наш предок, так он охотился, вот так вот он жил. Кстати, это было опубликовано в 3 крупнейших журналах, такие как Science, Nature, British Museum. Я уж не говорю о массе менее профессиональных изданий. А с 14 издания британская энциклопедия стала писать очень скромно, не так, что Гесперопитек оказался свиньей, а оказался существом другого отряда. Вот такая лаконичная формулировка была выбрана. Примерно к 1950-1970 годам, уже прошлого теперь столетия, стало понятным, что так легко и просто доказать происхождение человека от обезьян, как думали, не удается. Вот то, что мы с вами коснулись, таких находок была масса. Сегодня антропологи о них не любят вспоминать. И с середины прошлого столетия стали искать каких-то других кандидатов на наши предки, может быть, менее ярких, но зато более достоверных, за которых не пришлось бы краснеть. Внимание привлекли австралопитеки. Австралопитек – это южная обезьяна, если перевести. Это существа ростом метр 10, весом 30-40 килограмм, объем мозга 300-400 кубиков и очень сходный с карликовыми шимпанзе. Если бы мы с вами, скажем, встретили такое существо в лесу, вряд ли мы с вами бы отличили его от современных шимпанзе. Только очень тонкие признаки позволили предположить ученым, что эти существа были прямоходящие. Какие это признаки? У них стопа несколько со взъемом. У всех современных обезьян плоскостопие, у многих людей плоскостопие, и люди знают, что стопа такая устает, когда надо ходить далеко. Ну и вроде как, если у них была стопа со взъемом, то это им было полезно для прямохождения. Второй признак – это подвздошные кости тазовые, у них развернут несколько горизонталь, чтобы вот при вертикальном положении тела органы могли опираться. Надо сказать, большие обезьяны Африки, они и всегда в каком-то полураспрямленном таком положении. Им тоже полезно, чтобы вертикальное было положение тела, опирались вот на эти подвздошные кости, они там висят. Так вот, главным признаком прямохождения австралопитеков считается положение большого затылочного отверстия.
Это сочленение позвоночника с черепом. У меня это снизу происходит, позвоночник подходит, и удобно я стою, и у меня голова смотрит вперед. У собак сзади подходит позвоночник, тоже им удобно, они стоят на четвереньках, им не надо выгибать вот так к ширине, голова сразу смотрит вперед. У обезьян какое-то промежуточное положение, скажем, вот такое. У австралопитековых оно было несколько ниже, но тоже оно было обезьяньим, конечно, не человеческим, но поскольку ниже, все дело идет к тому, вроде как у него уже стопа со взъемом, и уже распрямляется вот, подход позвоночника к черепу, становится более вертикальным. Вроде как все это нужно для прямохождения. Поэтому антропологи заявили, что, вероятно, австралопитеки были первыми переходящими существами. Выдвинута была и гипотеза, как это произошло. Ходовой сейчас считается такая гипотеза, что они были вынуждены собирать моллюсков где-то там на берегу моря, заходить в воду, и чтобы поглубже зайти, им пришлось встать с четверенек, чтобы там где-то что-то ощупывать, вот, доставать этих моллюсков. Ну а поскольку вода была соленая, шерсть у них вылезла. Вот так пишется в современных школьных учебниках. Ну что-то надо написать детям, как это все произошло. И возникает вопрос, собственно говоря, какие есть доказательства того, что австралопитеки были прямоходящими. Когда мы задали этот вопрос в Институте антропологии в Москве, ответ был достаточно неожиданный. Следы. Летали, вулканический пепел, там отпечатались следы. Прошло две особи, крупная и мелкая. Видно, что они были прямоходящими, эти особи. Ну там папа с мамой, мама с дочкой. Разные варианты возможны, и, к сожалению, по отпечатку не видно по стопе хватательного она типа, вот как у обезьян, или она вот как человеческая стопа, большой палец не отводится. Поскольку эти пласты датируются возрастом 3,5 миллиона лет, как сказали антропологи, а согласно эволюционным представлениям, в те далекие времена существ более развитых, чем австралопитеки, на Земле не было, вывод однозначный, австралопитеки были прямоходящими. Когда же мы возразили, что сегодня появляются многие ученые, которые полагают, что человек не из обезьяны произошел, его создал Господь Бог, тогда, может быть, там прошли люди, которые уже были, которым незачем было происходить таких австралопитековых. Ответ был, нормально, антропологи были, не зашоренные, достаточно люди сказали, что мы работаем в своей парадигме. Согласно эволюционной парадигме, не было существ более развитых, значит, там прошли австралопитеки. Если вы считаете, что человек был создан Богом, тогда, конечно, это доказательство совсем не работает. Возникает тогда вопрос, от кого же произошел человек, и кто такие были австралопитеки. Вопрос с прямохождением австралопитековых был... Точка была поставлена, можно сказать, для многих ученых в конце прошлого столетия, когда вышел ряд публикаций в журнале Science по вестибулярному аппарату. Группа ученых выявила взаимосвязь между устройством вот этих канальцев внутреннего уха, вестибулярного аппарата и способностью к поддержанию равновесия. Выяснилось, что у современных обезьян вестибулярный аппарат действительно достаточно примитивный. Именно поэтому им сложно вот вертикаль поддерживать. Вот все эти обезьяны, они именно вот как-то вот так вот, они могут пробежать что-то там и опять опираются. Не потому, что это им очень удобно вот так вот стоять, а потому, что им эта работа поддерживать равновесие, просто на ногах у них вестибулярный аппарат не развит. Одно дело там перемещаться где-то там на руках там, по деревьям, другое дело стоять на ногах. Они не могут взять вот книжки там и куда-то пойти, им нужно обязательно периодически опираться. Так вот, выяснилось, что у австралопитековых вестибулярный аппарат был такой же неразвитый, как у современных шимпанзе. То есть при всем своем желании австралопитеки не могли ходить на двух ногах. К тому же анализ позвонков, как исследовал антрополог Рязанов, Московский университет, показал, что австралопитеки, как пишут ученые, вели интенсивный акробатический образ жизни. То есть большую часть времени они переводили на руках, перемещаясь, и, может быть, изредка спускались на землю. По позвонкам там сразу видно, даже вот у гимнаста другие грудные позвонки. А вот если человек, обезьяна, всю жизнь прожила, у нее совсем другие, это все видно. Руки у них длинные, такие же длинные, как у современных шимпанзе, и каких-то более прогрессивных сдвигов от них мы не видим, кроме вот указанных признаков. Дальше считается, что австралопитеки превратились в существ Homo habilis. Homo ведь это уже разумный, habilis умелый. Они были разумные и умелые. Но таксон очень спорный. Он был признан лишь в 80-х годах. А после 2000 года опять споры о нем обострились среди антропологов. Почему? Дело в том, что если рассматривать посткраниальную часть, то есть то, что ниже черепа, то они неотличимы от австралопитеков. Это просто то же самое. Нет никаких отличий у них по скелету. Есть отличия только в черепе. Череп у них несколько больше в объеме. Других каких-то явных прогрессивных сдвигов у хабилисов нету. Вот, но то, что вроде как у них больше череп и больше объем мозга, вот, лобной доли там немного
вроде как они двигались куда-то, развивались. Но многие антропологи говорят, что это, возможно, просто половой диморфизм, то есть это крупные самцы, у которых всегда голова крупнее, поэтому это никакие не австралопитеки, не хомо и не хабелис, это австралопитеки. А другие считают, что даже если каких-то австралопитековых были головы больше, это не значит, что они были существами более разумными, нужны какие-то более весомые доказательства. А вот дальше люди появляются в необыкновенном изобилии. Это Homo erectus, гидельбергский человек, неандертальцы, самые древние люди, Homo erectus. Вот это Сангеран 17, 63 год, реконструкция Бутовской, самый классический ректус, согласно эволюционистам. Ну вот губы такие у него очень мощные, на самом деле, видите, на черепе здесь мягкие ткани не сохраняются, губы нужно было как-то выдумать. Когда мы спрашивали антропологов, как делаются губы, они сказали, что есть предположение, что эти существа происходили от обезьян. Раз так, у них должно быть что-то обезьяноподобное, вот и в лице. Но я думаю, если меня сфотографировать, в фотошопе поработать, тоже мне можно такие сделать губы, что ого-го, можно будет подумать, что я от кого-то произошел. Объем мозга у них 800-1100 кубиков. Одно время считалось, что это маловато, у человека 1450 примерно, но когда изучили население планеты, оказалось, у многих людей объем мозга всего 700-800 кубиков при совершенно нормальном развитии. Разная архитектура, у кого-то череп меньше, у кого-то череп больше, не значит, что кто-то умнее, кто-то глупее. У Ивана Тургенева объем мозга был 2000 кубиков, у Анатолия Франца 1000 кубиков. Ну, конечно, мы с вами полагаем, что Тургенев был, наверное, талантливее, чем Анатолий Франц, но, тем не менее, и тот, и другой признанные писатели всем миром. Скелет эректусов практически неотличим от нашего, то есть их посткраниальная часть, если не смотреть на череп, точно такая же. Они были умелые ходоки, бегуны, охотники. Вестибулярный аппарат у них такой же совершенно, как у нас с вами уже, а у австралопитеков, тем более у хабелисов, он никуда не годный, они не могли быть прямоходящими. Отличие только в черепе. У них, видите, форма черепа несколько другая. Тяжелые надбровные дуги, убегающий покатый лоб, сводчатая форма черепа, вот так вот, и удлиненный достаточно череп. И черепные кости очень толстые. У нас с вами около 5 мм, у ректусов до 10-12 мм. То есть очень были толстые черепные кости. И что это такое, вот эти грубые такие черты, челюсти вот эти вот мощные, является ли это доказательством их происхождения от обезьян? Антропологи сегодня не считают так. Дело в том, что изучение рас различных культур, народов, живших на планете, показало, что с совершенствованием культуры приготовления пищи у людей миниатюризировалась и форма лица. То есть, грубо говоря, когда люди перешли от грызения костей мамонта на овсянку и пюре, у них все стало более аккуратным на лице. Это уже не жует, это уже не рабочий аппарат, эти челюсти, понимаете? Вы утром проснулись там, кашку поковыряли, там пирожок съели и пошли на работу. Вот и все. А работный человек утром проснулся, а вот кость, надо там ее отгрызть как-то, что-то. Это рабочий аппарат. Если вы отправите ребенка в секцию штанги, то через несколько лет он, конечно, изменится. У него будут и плечи, и руки, он будет очень крупным. Вот. Но это не значит, что он стал обезьяноподобным. У него организм адаптировался к тяжелым физическим нагрузкам. То же самое и первобытные люди. Они были адаптированы к питанию грубой пищей и к тяжелой жизни. Соответственно, если вы живете тяжелой пищей, развиваете челюсти, все мышцы, весь рельеф черепа, утяжеляются надбровные дуги. И сегодня антропологи, вот, например, Хрисанфа, по ее учебникам учится студенты Московского университета, полагает, что вот этот комплекс является всего лишь адаптацией к питанию грубой пищи и не является доказательством происхождения первобытных людей от обезьян. Были ли ректусы какими-то развитыми или не были? Как об этом можно судить? Например, по тому, что от них осталось. Так называемые каменные инструменты делятся на артефакты, делятся на культуры. Самые простые – это алдувайские гальки. Это такие камушки, если вы выйдете на берег реки, хлопните один об другой, будет скол. Этим сколом можно что-то колоть, скрести. Вот это алдувайская галечная культура. И это могут делать обезьяны, особенно по подсказке. Они могут эту штуку даже хранить для повторного использования. А вот дальше следующая культура сразу ашильская. Ашильцы. Ашильцы – это синоним Homo erectusов. Считается, что они создавали в антропологии. Вот ашильские бифасы для разделывания мяса здесь приведены. Ученые указывают, что для того, чтобы сделать такие вот штучки, нужно обладать нетривиальным объемным мышлением, которого обезьяны не имеют. Дело в том, что камень колется далеко не так, как хочется, и после каждого скола вам нужно думать, в каком направлении и чем, и с какой силой теперь ударить, чтобы получилось то, что нужно. И никакой эволюции между алдуваем и ашилем нету. Либо самый простейший вот этот алдувай,
расколотые галькой, либо уже ашейские инструменты. Возникает вопрос, если были существа, переходные от обезьян к человеку, чем они пользовались? Где их каменные инструменты, по которым мы бы увидели, что для обезьяны это очень сложно и невозможно, а для человека это слишком примитивно? Что еще удивило ученых, это работы Павла Волкова, крупнейшего специалиста по палеолиту. Оказывается, среди самых ранних ашейских инструментов, то есть самых древних, которые только находят, есть вещички, которые показывают высочайший талант их изготовителей. Их не могут повторить современные умельцы. Люди, которые занимаются этим профессионально, владеют схемами этого скола, знают, как это все делается, не могут повторить. Ну, то же самое, что, например, ювелир вам сделает какую-то штучку, другой ювелир, в принципе, все это знает, всем владеет, тоже сделает, повторит, но скажет, это, знаете, это не то, это совсем. То же самое здесь люди не могут так же изящно, так же хорошо и прекрасно выполнить эти каменные инструменты. Возникает вопрос, кто были эти первые люди? Если это были обезьяны, которые вчера спустились с деревьев, почему мы не можем повторить то, что они могли сделать? Легче объяснить это тем, что это были потомки Адама. Если Адам, как сказано в Библии, был человек и поставит нам, а умные, разумные, весьма талантливые, нет ничего удивительного, что люди, которые были ближе к нему по родству, могли сделать что-то, что нам сегодня уже недоступно. И еще один удивительный факт о том, какие умелые были первобытные люди. Если взять каменный нож, то с виду он, конечно, неуклюжий, но на самом деле это очень хорошо продуманная конструкция. Один мой знакомый, известный биолог, сказал, что каменный топор только с виду прост, а ты попробуй сделать так, чтобы он был функционален, чтобы ты мог этим топором разделать животное, срубить себе какое-то жилище, чтобы ты мог с ним прожить. У него дома на кухне есть каменный нож. Как он мне рассказывал, он нашел его еще, будучи молодым совершенно студентом, на подмосковных стоянках первобытного человека. Сейчас ему, во всяком случае, далеко за 50, и всю жизнь этим ножом они на кухне режут хлеб, с ним ничего не происходит. И удивительная вещь. Первобытные люди делали нож вот с таким ребристым лезвием. Наша цивилизация относительно недавно сообразила, что такие ножи очень удобны. Они режут хлеб и мягкий, и жесткий, их не надо точить. А первобытные люди, оказывается, это делали еще тогда, в каменном, так сказать, веке. И причем структура камня подобрана так, удивительно, что если происходит какой-то скол, где-то вы сорвались, то скол происходит так, что от этого лезвия становится только острее. И фактически этот нож не надо затачивать, он многие годы может служить совершенно нормально. Ну и все это, конечно, поражает ученых о том, заставляют задуматься, что первобытные люди, может быть, были даже не под стать нам. Может быть, мы привыкли кичиться тем, что мы развитые, мы цивилизация, мы вот можем взять мобильный телефон, позвонить на другой конец света, сесть в метро, уехать на другой конец города. А что взять с первобытного человека, который там бегал с топором за мамонтом? Конечно, мы более развитые. На самом деле, если нас с вами сейчас взять и отвезти в тайгу, вот подогнать сейчас автобус, всех нас погрузить, отвезти в тайгу, и там выпустить и сказать, давайте, живите, а мы приедем через 100 лет, посмотрим, что от вас останется, сможете ли вы нас убедить, что вы какие-то очень развитые. Я думаю, у многих из нас будут проблемы. А первобытные люди с этим справлялись, и более того, поражают нас и до сегодняшнего дня теми инструментами каменными, которые они производили. Дальше, в палеолите, в позднем палеолите в особенности, каменных инструментов много. Они разнообразны, но таких талантливых находок их уже нет, они пропадают. Казалось бы, если это была эволюция, должно быть наоборот. Среди ранних инструментов простейшее, потом усложняется. Здесь нет, среди ранних, самых древних, которые только находят, гениальные находки, а дальше они пропадают, их нет, это идет ширпотреб. И становится понятным, что человек в истории планеты появляется неожиданно и сразу развитым. Вот Павел Волков, описывая свои исследования в пещерах в Германии, росписи первобытного человека, пишет так, что на несколько дней мы забыли о том, что нужно есть и нужно спать буквально. Настолько мы были поражены вот этими рисунками, глубиной внутреннего мира этого первобытного человека. И мы поняли, как пишет Волков, что мы, наша культура, своя цивилизация, в суете, мы много потеряли, много утратили. Мы стали существами много знающими, но более поверхностными. Нам есть чему поучиться у этого так называемого первобытного человека. И, как пишет Волков, крупнейший специалист по палеолиту, рисовать древних людей такими волосатыми дебилами, я цитирую, совершенно не соответствует исторической реальности, оскорбительно для людей такого высокого уровня. Дальше считается, что Homo erectus стали гейдельбергским человеком. Это распространенный таксон, это современная классификация последних лет. Гейдельбергский человек, вот видите, несколько экземпляров здесь мы приводим,
Лицевая часть практически неотличима уже от современного человека, хотя тяжелые надбровные дуги, вот этот мощный череп, толстые черепные кости, объем мозга у них 1400-1500 кубиков, такой же, как у нас с вами. Их определением в антропологии является контрастное сочетание признаков современного человека и Homo erectus. То есть с грубыми чертами ректуса сочетается вот лицевая часть, которая близка к современному человеку. То есть, может быть, это была переходная какая-то форма, как они говорят, от эректуса уже к сапиенсу, а может быть, это была форма смешанная. Дело в том, что в тех же геологических пластах, в которых находят самых древних людей, гейдельбергского человека, эректуса и даже австралопитека, в тех же пластах находят и Homo sapiens, то есть человека современного типа. Во всяком случае, кроманьонцев, неандертальцев вместе с австралопитеками, эректусами, хабилисами точно находят. И поэтому говорить о том, что они друг друга сменяли, эволюционировали, мы не можем этого доказать. И дальше считается, что гейдельбергский человек дал две ветви. Неандертальцы, которые вымерли, и кроманьонцы, от которых мы с вами произошли, это человек современного типа. Неандертальцы, объем мозга у них был даже больше, чем у нас с вами, 1700-1800 кубиков в среднем. А рост был меньше мужчины, 1,60 м, 1,70 м. Это очень кряжестые были такие ребята, очень мощный у них был костяк. Причем, надо сказать, у них руки были еще более укорочены в сравнении с ногами, чем у нас с вами. Опять это непонятно. Если это была эволюция, первобытные обезьяны распрямлялись, объем мозга увеличивался, руки укорачивались. Почему наоборот? У древнего человека неандертальца руки еще короче, чем у нас, объем мозга больше, чем у нас с вами. Это непонятно. Видимо, здесь об эволюции говорить не приходится, а впору рассуждать о сотворении мира, и чтобы адекватно объяснить то, что мы сегодня наблюдаем в антропологии. Неандертальцы и гейдельбергский человек уже имели лунный календарь. У неандертальцев даже музыкальные инструменты находят, вот флейты с голени медведя, тональности си бемоль. Я не знаю, может быть, кто-то из нас может так вот легко сесть, написать в лунный календарь, сделать флейту, тональности си бемоль с голени медведя. Понятно, что эти люди были очень талантливые. Кроме того, есть ряд находок, черепов, по которым видно, что у людей была сделана трепанация черепа, черепно-мозговая операция, проникали в черепную полость, удалили там какой-то нарыв, может быть еще что-то. И видно, что это место потом заросло, и человек такой долго жил еще многие годы после этой операции. Таких черепов несколько найдено. И, конечно, сегодня вам не во всякой клинике сделать трепанацию, а уж сделать ее обсидиановыми камнями, как первобытный человек, я думаю, мы не найдем такого хирурга. А первобытный человек это делал, что заставляет задуматься над тем, сколь же высок был уровень его развития. И так, смотрите, что мы сегодня видим в антропологии. Есть идея, что человек произошел от обезьяны, но не находят переходных форм. Либо это обезьяны, у которых не развитый вестибулярный аппарат, у которых примитивные каменные инструменты, либо это сразу человек, который делает уже такие штучки, которые мы не можем повторить, который уже скелет малоотличим от нашего, уже большой объем мозга. И антропологи говорят, что это люди были очень развитыми. Где же те следы от обезьян к человеку? Мы их не находим. Более того, оказалось, что среди самых ранних каменных инструментов, самых древних, которые только находят, есть культовые вещички. То есть те бифасы, которые делаются для того, чтобы разделать пищу так, чтобы принести ее в жертву Богу. Антропологи удивляются этому. Почему? Потому что, получается, самый первый человек на Земле, он уже был религиозен, он уже имел представление о Боге. Становится понятно, что это не была никакая обезьяна, это был человек, и человек весьма развитым. И поэтому вот Павел Волков заканчивает свою последнюю книгу «Потомки Адама» словами: «Изучая человека, мы все более видим его уникальность, мы находим все больше свидетельств внезапности его появления в мире. Мы все более уверены в том, что наши самые далекие предки были близки к нам, были похожи на нас, и что начало нашей истории творилось не по воле случая». Что дали генетические исследования? Когда ученые изучили геохромосомы современного человека, геохромосомы существуют только в мужских организмах, а в женских организмах их нет, передаются, соответственно, только по мужской линии. Выяснилась удивительная вещь. Оказывается, все мужчины, которые живут на планете сегодня, потомки какого-то одного мужчины. То есть все мы с вами произошли от какого-то одного мужчины.
Когда изучили ДНК митохондрии передаются с цитоплазмой, соответственно, только по женской линии, выяснилась другая удивительная вещь. Оказывается, все женщины, которые живут сегодня на планете, происходят от какой-то одной женщины. Эти факты настолько удивили ученых, которые, не будучи людьми сильно религиозными, сразу поняли, что это свидетельствует о библейской истине, и назвали этих открытых предков Y-хромосомный Адам и митохондриальная Ева. Эволюционисты, конечно, не сдались. Они сказали, что, наверное, были и другие их сотоварищи, просто их генетический материал не вошел в генофонд современной популяции. Ну, очень трудно себе это представить. Вы же знаете, что ребенок наследует половину генов от матери, половину генов от отца. И так все гены постоянно перемешиваются. Представьте себе, что жило какое-то стадо обезьян, которые превращались в человека, и вдруг от одного мужчины, от одной женщины гены остались, а от других они куда-то исчезли. Конечно, представить себе это довольно трудно. Когда же жили эти наши открытые предки, Адам и Ева? Генетические исследования показали, что это было 150-180 тысяч лет назад, то есть так, давно. Но обратим внимание, что за репер бралось различие между человеком и шимпанзе. Считалось, что 5 миллионов лет назад мы были шимпанзе, а за 5 миллионов лет вот эти мутации они произошли. Так вот, абсолютный анализ сравнения появления мутаций в парах, скажем, дочь-мать, сколько появляется мутаций за поколение, показал, что интенсивность мутаций гораздо чаще идет. И в соответствии с этим получается, что Адам и Ева жили, возможно, всего лишь 5-7 тысяч лет назад, то есть в 20 раз ближе, что больше соответствует библейскому материалу. Одно время считалось, что первобытные люди, например, неандертальцы, они очень далеки от современного человека. То есть по количеству заменов нуклеотидов ДНК они чуть ли на полпути от шимпанзе к современному человеку. Однако недавние исследования показали, что в ДНК, когда они хранятся в костях в земле, происходят очень специфические изменения. Происходит мутация. Мало кто это ожидал, действительно происходит мутация, и нарушение нуклеотидов происходит обычные. Так и такие же нарушения происходят при обработке костей клеями и консервантами. Когда археологи находят, они все это обрабатывают. И вот когда учли эти характерные изменения в ДНК с годами хранения в земле, обработки консервантами, оказалось, что они считались характерными именно для неандертальцев. И тогда получается, что мы не отличаемся по ДНК от неандертальцев, практически то же самое. И, например, профессор Хрисанов, Московский университет, считает, что неандертальцев нужно ввести вид сапиенс в качестве подвида Homo sapiens neanderthalensis, а гейдельбергского человека также Homo sapiens heidelbergensis. Вот что дали генетические исследования. Люди, которые изучают человека на более глубинном уровне, выше нервная деятельность, функционирование мозга, а еще более категорично. Так, например, академик Бехтерева, директор Института мозга в Санкт-Петербурге, всегда выражалась весьма решительно, и в советское время в том числе. Она говорила, что появление такого чуда, как человеческий мозг, без Творца невозможно. То есть люди, которые видят, как мозг функционирует, отказываются и в том, что это как-то случайно, структура появилась в результате какой-то там эволюции. Только Господь Бог мог создать человека. Профессор Слезин, директор лаборатории в Институте мозга, это современный ученый, крупнейший, очень много о нем говорят сегодня в интернете в связи с его последним открытием. Профессор Слезин пытается достучаться до сердец сегодняшних педагогов. Он указывает, что даже если вы считаете, что человек произошел от обезьяны, детям нельзя это говорить. По его данным, в подростковом уровне такие факты производят деформацию психического развития. В чем дело? То есть ребенок развивается, у него какой-то вот юношеский максимализм, какие-то высокие порывы, там первая любовь, я не знаю. И вдруг ему заявляют, что ученые доказали, что это от обезьяны произошел. Как пишет Слезин, этого делать нельзя, вы деформируете психику ребенка, это скажется на его жизни. Надо это делать либо более завуалированно, скажем, некоторые ученые полагают, или вот ученые думают, что может быть человек произошел от обезьян, или это сделать вообще после школы, когда он уже станет человеком сформировавшимся, потом ему можно дать теорию эволюции, он уже может к этому как-то отнестись чисто теоретически. И Слезин указывает, что несмотря на внешнее сходство большое человека и обезьян, по своему внутреннему миру, по функционированию мозга и высшей нервной деятельности это совсем другое. Обезьянам, например, не удается привить какие-то вот позывы к творчеству, какие-то вот чем-то ее заинтересовать. Она вот думает о своих бананах, деревьях, там, о пище и все, и больше даже никаких зачатков не дается ей дать. Вы можете орангутана научить в белой рубашке, в фраке сидеть за столом, ковырять пилкой шницель,
если вы его надрессируете. Если дрессировщик куда-то уходит, он бросает вилку, шницель, начинает хватать лапами, запихивать себе в пасть. Нет у него этого потребности, чтобы все было там культурно, хорошо. Вы можете научить животное кататься на велосипеде, если вы ему дадите то, что оно любит. Если вы не дадите, оно это успеет забросит, ему это не надо. А ребенок будет ходить за вами, прекрасно знаете, месяцами и годами, пока вы ему этот велик не купите. Ему надо поездить, понимаете, у него творчество, ему надо освоить, как это будет. Вот ничего такого у обезьян совершенно не бывает. И исследование указывает, что по своему внутреннему функционированию обезьяны совсем другие существа, и их не удается как-то даже приблизить к каким-то человеческим маленьким задаткам. И другой момент. Смотрите, что происходит сегодня в антропологии. То и дело нам по телевизору или по радио шумят, что вот нашли где-то какой-то череп, который доказывает, как именно человек произошел от обезьяны, когда это происходило, по какому пути, на каком континенте. Но смотрите, ведь фактически мы не находим вот этих вот преобразований, как человек стал обезьяной. Когда мы обсуждали этот вопрос в Институте антропологии с Маргаритой Михайловной Герасимовой, крупнейший антрополог нашей страны, соответственно, и мира, задали этот вопрос. Маргарита Михайловна, но ведь если быть объективным, человек в истории планеты появляется неожиданно и сразу развитым. Антрополог ответила так, что если так говорить, сказала Маргарита Михайловна, то и все виды животных появляются в истории планеты неожиданно и сразу развитыми. Хорошо, сказали мы, Маргарита Михайловна, давайте мы с вами поговорим о сотворении мира. Вовсе нет. Герасимов считает, что все появилось в результате эволюции, но просто не сохранилось доказательств этого. Тогда мы спросили, Маргарита Михайловна, ну почему же вы думаете, что антропологи доказали, что человек произошел от обезьяны? Ответ был неожиданный. Герасимова сказала, что никто из сколько-нибудь следующих антропологов вам никогда не скажет, что мы доказали, что человек произошел от обезьяны. А сами-то вы знаете, что значит доказать, что человек произошел от обезьяны. Для этого нужно, как сказала Герасимова, скажем, в каком-то регионе, где-то там, не знаю, под Краснодаром или в Подмосковье, увидеть, как в глубинных слоях планеты обезьяны были обезьянами, потом они массово и постепенно стали превращаться в все более близкие к человеку формы. Еще совершеннее, и наконец стали человеком. Если мы где-то, хотя бы в каком-то регионе это увидим, то это будет доказывать, что обезьяны действительно стали человеком. Как на кинопленке мы все это сняли. И смотрите, а если мы этого не видим, то даже если мы сейчас с вами сядем и нарисуем промежуточного человека, не то обезьяну, не то человека, как сказала Герасимова, и завтра его найдут, такое существо, и найдут десятки, и они хорошо сохранившиеся, то это не докажет, что был процесс превращения обезьяны в человека. Это докажет, что и такое существо тоже жило. Вот, например, трансформисты во главе с Буфоном всегда считали, что человек деградировал, стал обезьяной. Вот как появилась обезьяна. Это не человек из обезьяны появился, а обезьяна из человека. Деградировавшие люди, которые стали жить по-свински, по обезьяне, и стали, в конце концов, обезьянами. И смотрите, что отсюда следует. Ясно, сегодня вся планета перекопана, и нигде уже, ни в каком ее уголке мы не увидим, как останки обезьян массово и постепенно превращаются в человека. Это нигде не сохранилось. Эволюционисты считают, что не сохранилось, потому что в окаменелости вообще мало что сохраняется. Но как бы то ни было, какова бы ни была причина, это значит, что мы не можем доказать происхождение человека от обезьяны. И эта идея, то, что мы появились от обезьяны, ей навсегда суждено остаться гипотезой, которой будет придерживаться большая или меньшая часть населения или ученых. И всегда, сегодня или через 100 лет, человек, который будет говорить, что «а мне кажется, что человек был создан Богом, не произошел от обезьяны», всегда он будет оставаться прав. Он имеет право придерживаться такой вот идеи. И никогда уже происхождение человека от обезьян никогда уже на нашей планете не будет доказано. В этом надо отдавать себе отчет. Вот цена всех телевизионных сенсаций, когда нам говорят, что нашли там такой-то череп, такую-то кость, и теперь нам понятно, как это все происходило. Отдельные черепа и кости, даже существ какие-то, которые действительно похожи на обезьян, значит, ничего здесь доказать не могут. Мало ли кто когда жил на планете. Иногда рождаются у людей такие дети, что их даже не знают, можно ли их крестить с такими эмбриональными нарушениями, что есть даже такая условная формула: крещается вообще человек, то есть даже непонятно, человек это или кто-то. Если его останки, и, скажем, таких людей будут находить и говорить, что это доказывает, что мы произошли там от кого-то,
конечно, все это будет без доказательства, и нельзя будет считать это наукой. Почему же сегодня такие интенсивные споры в вопросах эволюции? Это вопрос чисто идеологический. Представьте себе, сегодня школьнику доказывается, что он появился от обезьяны, не происходило от человека, все идет своим чередом на этой планете, появляется, исчезает, одни виды умирают, другие выживают, ты умрешь и ничего больше не будет для тебя в этой жизни. Соответственно, и идеология. Нужно брать от жизни все, что только можно работать локтями, там вот маркетинг с американским лицом, когда человек урывает от жизни как можно больше денег и ресурсов, но только так, чтобы в тюрьму там, может быть, не сесть, чтобы можно было этим воспользоваться. И это считается нормальным. А вот это все вранье, как это называется вот искусством современного маркетинга. Если же сегодня школьник на выходе из школы будет знать, что многие ученые сегодня приходят к идее происхождения человека от Бога, его сотворения, вечности жизни, значит, человек для чего-то здесь, на земле, значит, что-то будет после этой жизни. Такой человек уже задумается, а правильно ли жить так, как мне показывают сегодня по телевизору? Да? Правильно ли мне стремиться к тем идеалам, которые меня склоняют, которые меня пытаются здесь на земле поработить? Может быть, жизнь совсем не такая. Тот, кто меня создал, ждет от меня чего-то возвышенного. И у меня впереди, может быть, что-то будет иное в мире ином. Такой человек откроет Евангелие, откроет Библию, и это будут совершенно другие люди. Вот за что сегодня ведется борьба в мире на поле вот этой гипотезы эволюции. Здесь ломается копия чисто идеологически. И поэтому неспроста Совет Европы в минувшем году принял постановление считать теорию эволюции единственным научным мировоззрением. А другие теории, читая сотворение мира, считать ненаучными и не имеющими права быть в учебной литературе. Оказывается, сегодня это вам покруче, чем решение съездов КПСС. Это вам покруче. И сегодня, оказывается, научные факты сами не говорят за себя. Вот Совет Европы решает, какие из них научные, а какие следует отбросить. Так они боятся, что какое-то население, в том числе Россия, станет верующим и по-иному взглянет на мир. Что же можно сказать о происхождении животных? Если с человеком все достаточно понятно, давайте посмотрим, какая ситуация в животном мире. Если покопать земные недра, то можно докопаться до таких слоев, так называемых докембрийских, в которых нет останков живых организмов, они там отсутствуют. Кроме бактерий, конечно. Но бактерии сегодня наблюдаются до глубин во многие километры. Кстати говоря, по своей морфологии докембрийские бактерии практически ничем не отличаются от бактерий современных. И если бы это была какая-то эволюция, то они должны были как-то измениться. Более того, исследования показали, это последние годы уже буквально десятки публикаций в журналах Science, Nature, которые поразили буквально мир. В чем дело? В древних отложениях найдены споры бактерий. И эти споры бактерий оказалось возможным оживить. Это в мезозойских отложениях. Эти споры законсервированы в кристаллах галлита, это соль. В соли питаться нечем бактериям, они там законсервировались в этих кристаллах. И видно, что перекристаллизация не происходила. То есть эти споры, там, вот, эти 250 миллионов лет, которым положено по эволюционным предположениям, они там пролежали в спорах. И, скажем, в янтаре, тоже загерметизированные бактерии оказались. Вот эти споры оживили, чтобы посмотреть, что это такое. К удивлению ученых, бактерии ожили, стали функционировать, и оказалась удивительная вещь. Они неотличимы практически от бактерий современных. Если 250 миллионов лет шла эволюция, то бактерии должны были как-то сильно отличиться, но они неотличимы от современных. Это, конечно, заставляет задуматься над том, не является ли это доказательством отсутствия эволюции. Дело в том, что бактерии, у них скорость генерации поколений очень быстрая, они очень сменяются, быстро мутации возникают, и фактически за несколько лет они проходят путь высших животных, весь эволюционный путь, там этим положено там сотни миллионов лет. И вот бактерии за 10 лет буквально такая интенсивная скорость развития. И тем не менее никаких изменений не произошло. Как это могло быть? И другой, конечно, вопрос, как они могли сохраниться, эти бактерии, в отложениях 250 миллионов лет, как могла сохраниться ДНК, как могли сохраниться их структуры в столь длительный срок в отсутствии ферментов репарации. В кембрийских пластах появляются миллионы и миллионы каменелостей по всей планете.
И это удивительно. Если это была эволюция, мы должны были бы видеть, как постепенно жизнь зарождалась. Вовсе нет. Мы видим, что до Кембрия нет, и вдруг на уровне кембрийском она появляется в миллионы каменностей по всей планете. Это различные моллюски, кишечно-полостные, рачки. Это уже очень сложные организмы. И более того, они не имеют между собой переходных форм. То есть очень удалены друг от друга, между ними нет никаких переходных форм. Их сложность их строения поражает ученых. И возникает вопрос, что это? Если это эволюция, то где эти переходные формы? Может быть, это и есть сотворение мира Господом Богом? Тогда понятно, почему в слоях до Кембрия жизни нет, они пустые, и вот в Кембрии появляются миллионы каменец. Все очень логично. И сложность устройства некоторых кембрийских форм поражает ученых. Например, кембрийский трилобит. Это такие членистоногие, размером с ладошку, могут быть они несколько побольше. Чем он был интересен? У него глазки поднимались на таких стебельках, шарики, видели всю сферу во все стороны. И более того, они были устроены из тысячи ячеек ориентированного кальцита, так, чтобы избежать аберрации. Трилобит мог видеть вперед, назад, вверх, вниз, поднял глазки, посмотрел во все стороны, опустил и пополз дальше. Удивительно, представляете, идете вы по улице, смотрите вперед, смотрите назад, смотрите налево, смотрите направо, любуетесь голубым небом и одновременно смотрите себе под ноги, чтобы вам не споткнуться. Вот такие были трилобиты. Когда я сдавал палеонтологию, я несколько лет занимался геологией, у меня был такой вопрос: существо на планете, у которого были самые совершенные глаза. Правильно отвечать трилобит, тогда ставят пятерку. Так ученый, который изучал сетчатку глаз трилобита, прославился своей фразой. Он заявил, что только строение вот этого глаза трилобита достаточно, чтобы опровергнуть теорию Дарвина. Я думаю, вот так мы теперь продолжим нашу лекцию. Разговор у нас сейчас пойдет о происхождении рыб. Как мы выяснили, кембрийские формы, моллюски, кишечно-полостные, рачки появляются совершенно определенно из ничего, потому что никаких предков их не обнаружено. Далее рыбы тем же самым образом появляются совершенно неожиданно в летописи окаменелостей. Предки рыб неизвестны. Известный всему миру ихтиолог Эрл Уайт, директор Линнейского общества, человек, который считается крупнейшим специалистом в мире по рыбам, пишет, что все известные мне виды рыб происходят совершенно определенно из ничего. Предполагается учеными, что когда-то давным-давно кольчатые морские черви стали бесчерепными существами, потом они стали бесчелюстными, потом они наконец превратились в рыб. Кольчатые черви бесчерепные. Бесчерепные — это всем известные ланцетники. Но преобразование червя в хордовое существо, ланцетник — это коренное изменение его организма. Как это произошло? Мы не знаем сегодня. Дальше вот эти бесчерепные ланцетники должны были стать бесчелюстными, то есть миногами, миксинами. Эти существа уже очень сложными. Чтобы ланцетник стал миногой, у него должны были появиться почки, сердце. У него должны были появиться еще и глаза. У ланцетника глаза очень неоформленные. И дальше переход от миног-миксин, так называемых бесчелюстных к рыбам, тоже весьма затруднен. Дело в том, что у рыб череп уже очень оформленный. То есть вот, у бесчелюстных миног и миксин черепа нет вообще, у них так называемое хрящевое корыце. Если с вами по человеку мы рассуждали о том, какой объем мозга у обезьян, какой был череп у человека, то здесь совершенно никакого еще не было черепа у миног, и вдруг у рыб он появляется сразу неожиданно. Более того, элементарно устроенные дыхательные мешки миног должны были стать легкими, весьма сложным органом, строению которого ученые не перестают удивляться. У рыб уже легкие, у миног никаких легких нет, только дыхательные мешки. Поэтому Эрл Уайт и пишет, что все известные мне виды рыб происходят совершенно определенно из ничего. Мы не знаем, как произошел переход от кембрийских форм к рыбообразным. Дальше рыбы, как говорит эволюционная теория, стали выбираться на сушу, и постепенно они превратились в рептилий земноводных, лягушек и крокодилов. У них постепенно плавники стали лапами, на которых стало возможно поползать, и легкие у них постепенно произошли из жабр рыб. Что здесь нам говорит палеонтология? Некоторые древние виды рыб действительно имели мощные плавники. Предполагалось, что предками современных рептилий являются дивонские кистеперы. Но одну из родственниц дивонских кистеперых, латимерию, не так давно поймали под Мадагаскаром, еще в 20 столетии.
Оказалось, что эта рыба глубоководная, она не живет вблизи поверхности, не перебирается из водоема в водоем, не готовится стать рептилией. Причем местное население, когда посоветовало, только ее тогда поймали, если вы ищете такую рыбу, закидывайте сети поглубже. Действительно, там на глубине эту латимерию извлекли. Стали с нетерпением ее изучать, оказалось, что никаких легких у нее нет, и плавники действительно у латимерии мясистые, но все же от этих плавников до лап крокодилов и лягушек еще очень и очень далеко. Стало понятно, что эта кандидатура дионских кистеперов на предки современных земноводных рептилий не подходит. Находка последних лет в Канаде, так называемый тикталик, лопастеперая рыба. У этих рыб передние плавники еще больше были приспособлены к тому, чтобы выскакивать на берег, опираться на них, там что-то хватать с берега и уплывать назад в воду. Даже какое-то вот подобие суставов у них уже было. Но у лопастеперых, как выяснилось, такие же жабры, у них нет легких, правда, голова у них более подвижна, чем у современных рыб. Ну вот, пожалуй, и все, что отличает их от привычных нам рыб. И все-таки от этих вот лопастеперых, конечно, до рептилий еще очень и очень далеко. Дело в том, что в прошлом видов рыб было гораздо больше, чем мы сегодня видим на планете. Примерно в 3-4 раза. И если какие-то из этих рыб были больше приспособлены к тому, чтобы выскочить что-то на берег, там куда-то перебраться, может быть, из одного ручейка в другой, то это не значит, что это следы минувшей эволюции. Конечно, современные нам, скажем, пескари никак не могут перебираться, только вот чертыхаться, трепыхаться на берегу. А вот лопастеперы и кистеперы могли вот опираться на свои передние плавники. Дальше от этих рептилий земноводных, предполагается, появились птицы и млекопитающие. Две независимые ветви. Птица и млекопитающие. Что, как считают эволюционисты, доказывает происхождение птиц из рептилий? Это находки так называемых летающих ящеров. Вот в Китае очень много в последние годы было найдено таких, вот, например, микрораптор гуи. У этого существа размером 30, буквально примерно 40 сантиметров, небольшие они такие были. Были перья на передних и даже на задних конечностях. По своему строению это были рептилии, вот, но они были оперенными, эти рептилии. Предполагается, что эти рептилии могли планировать с одного дерева на другое дерево. И опять проблема. Мы не знаем, как чешуя рыб стала и рептилий затем стала пером. Мы не находим вот этой трансформации, мы ее не прослеживаем. Перья появляются сразу и неожиданно. В 20 столетии ученые довольно детально изучали крыло и перо птицы, поражались, насколько это сложная и удивительно легкая конструкция. У орла перья весят всего несколько сот грамм, а эти орлы взлетают на такие высоты, что там сталкиваются со сверхзвуковыми самолетами. Так вот, представить себе, что в результате случайных мутаций, то есть поломок в генах, постепенно у нас чешуя стала перьями, строению которых удивляются сегодня инженеры и конструкторы, совершенно невозможно. И дальше предполагается, что эти вот летающие ящеры постепенно стали птицами. Но птицы появляются сразу же оформленные. Вот, например, так все называемый археоптерикс. Это птичка размером с голубя, у нее были перья, были крылья, она по своему строению очень близка к современным птицам, но некоторые признаки кажутся нам не так обычными. Так, например, у него вот в клюве были зубки. Зубки совершенно особого строения, не такие зубы, как у современных млекопитающих, такие вот костяные насечки. И у него в хвосте было несколько позвонков, то есть не как у курицы сразу перьями начинается хвост, а вот он был удлиненный такой. И вроде как это остаток хвоста рептилии, а это остатки зубов рептилии, и еще на крыльях у него были такие коготочки. Дело в том, что и у современных некоторых видов птиц эти коготочки есть. У тропических птиц Гуацина футурака в тропиках не так просто бывает взлететь, гораздо проще бывает залезть, и поэтому вот эти вот коготки, они здесь очень удобны. И вот эти признаки, они вроде бы как являются доказательством того, что археоптерикс произошел от рептилий. Но когда изучили ученые строение вот этих зубков археоптериксов, оказалось, что эти зубки нельзя вывести эволюционно ни из каких зубов известных науке видов рептилий. Они имеют совершенно особое свое строение. И вот эти пальцы с коготочками, которые у археоптериксов есть, они тоже имеют совершенно особое свое строение. Их нельзя вывести из пальцев никаких известных науке видов рептилий. И поэтому современные ученые сходятся в том, что археоптерикс уже птица развитая,
но с необычными для современных птиц некоторыми признаками. В прошлом было гораздо больше видов птиц, какие-то из них вымерли. Если мы сегодня находим какую-то необычную птичку, это еще не доказывает, что это следы минувшей эволюции, просто диапазон был шире. Какие-то птицы были, может быть, чем-то ближе к рептилиям, какие-то совсем были на них не похожи, но это не значит, что это была эволюция. Такие авторитетные современные эволюционисты, как Гулд из Гарварда, Элвидж из Кембриджа, считают, что археоптерикс всего лишь необычная мозаика. То есть сочетание признаков птиц на сегодня нам непривычно. Вопрос с археоптериксом закрылся относительно недавно, когда в слоях более глубоких нашли так называемых протоависов. Птицы, которые уже не вызывают никаких подозрений на свое сходство с рептилиями, уже они очень близки к современным нам птицам. И стало понятным, что археоптерикс не может быть и переходной формой, поскольку до него еще на планете очевидным образом жили птицы нормальные, не вызывающие никаких подозрений на рептилии. Надо сказать, среди многообразия живых форм нашей планеты всегда можно построить какие-то эволюционные цепочки. Какие-то виды ближе друг к другу, какие-то дальше друг от друга. И можно логически помыслить, как бы они могли друг из друга происходить. Но это не значит, что это будет доказательством эволюции. Есть некоторые виды птиц, которые, и даже других животных, которые во многом загадочные. Вот, например, утконос взять. Когда утконос впервые появился в Европе, думали, что это какой-то муляж, то есть склеенные части тел различных животных. У этого утконоса пасть по типу клюва утки, то есть вроде как птица, он покрыт шерстью, как млекопитающий, но опять же детенышей своих, он несет яйца, как птица, а своих детенышей выкармливает молоком, как млекопитающий. Казалось бы, надо отнести его к переходной форме между птицами и млекопитающими. Но вот беда, эволюционная теория говорит, что рептилии имеют две независимые виды, к птицам и к млекопитающим. Из них не может быть переходных форм. Поэтому об утконосе никто не говорит. Но если бы как-нибудь эволюция шла от млекопитающих к птицам, тогда, безусловно, сказали бы, что утконос – это переходная форма. О происхождении млекопитающих также ничего не известно. Появление первого млекопитающего до сих пор остается для ученых загадкой. Как произошло превращение рептилий в млекопитающих, сегодня мы не знаем, зияющие провалы. И вот такая ситуация складывается сегодня в науке. Если быть объективным, о чем это может свидетельствовать? Мы находим таксоны, скажем, кембрийских форм, моллюсков, кишнополостных, рачки, дальше рыбообразных организмов, рептилий, дальше птиц, млекопитающих, и между ними зияющий провал. Мы не прослеживаем вот эти вот трансформации, как все это происходило. О чем это может говорить? Эволюционисты говорят о том, что переходные формы почему-то они не сохранились, они были неустойчивы, их кто-то съел, как вот учебник Тейлора пишет, что переходные формы скушали хищники, но вместе с костями, причем некоторые виды довольно трудно скушать, так, например, черепах, если взять, известно, что вот, например, мезозойские еще черепахи находят их в отложениях, они практически неотличимы от современных черепах. Как они появились? Непосредственных предков современных черепах мы не знаем. Куда они могли деться? Ведь некоторые виды черепах, они метровые и даже больше. Их и танк раздавить не может, собственно говоря. Кто же их мог слопать? Никакому динозавру это, конечно, не по зубам. Однако предков черепах мы не знаем. Один мой знакомый говорит, что одной черепахи достаточно, чтобы опровергнуть теорию эволюции. И если мы не находим переходных форм, казалось бы, впору ученым здесь сказать, что, видимо, не эволюционным путем мир появился. И та идея, которая была в Библии, о том, что виды были сотворены Господом Богом, она как раз здесь вновь и вновь в науке встает во всей своей силе. Единственное, она может объяснить, почему мы наблюдаем, что есть таксоны, между ними мы не находим переходных форм. Если бы была эволюция хоть какие-то, хоть что-то там, мы бы нашли, где-то мы бы обнаружили. А более того, в отложениях настолько порой неупорядочены вот эти формы лежат, что говорить об эволюции вообще не приходится. Вот когда мы с вами обсуждали пернатых рептилий, микрорапторов Гуи, например, они настолько в отложениях лежат беспорядочно, что ученые даже спорят. Что это? Это рептилии, которые постепенно учились летать и стали птицами? Или это птицы, которые перестали летать и постепенно приобрели свойства рептилий? И как мы с вами говорили, для доказательности эволюции необходимо, чтобы в пластах мы видели, как массово и постепенно одни формы, скажем, рептилий превращаются в более верхних слоях, ближе к современным, все ближе к птицам. У них постепенно появляются перья, постепенно эта чешуя превращается в перья, постепенно появляются крылья и так дальше. Надо сказать, появление крыльев
вопрос весьма и весьма сложный. Еще с Дарвином он обсуждался. Коллеги спрашивали: Чарльз, а что делали твои рептилии, да, крокодилы, на этих вот своих культяпках, которых уже ползать нельзя, бегать нельзя, а летать на них еще тоже невозможно? Как они жили, что они ими делали? Дарвин отшучивался тем, что вот культяпками мы там, мой крокодил будет там мух отгонять, а когда они у него станут побольше, он на них станет немного планировать. Вот такой был разговор. И многие эволюционные последовательности сегодня ученые отвергают. Вот, например, лошадиная серия, всем известная. В 20 столетии ее держал всякий уважающий себя Дарвинский музей. Сегодня от нее отказываются. В чем дело? Оказывается, нет никаких доказательств, что вот эти вот лошадки появлялись в истории планеты вот в такой вот последовательности. В последние годы раскопки показали, что в тех же слоях, в каких появляется вот этот гирокотерий, самая первая лошадка, и другие, появляется и современная лошадь. Ее там тоже можно найти. Поэтому мы не можем сказать, что вот это такая последовательность была. И тем более, что сегодня многие ученые вот эту первую лошадку гирокотерия относят просто к родственникам барсуков, и никакого отношения она к лошадям не имеет. Вот, например, если бы сегодня вымерли все виды собак, и покопавшись в костях, в летописи окаменелости, где-то там мы бы обнаружили, что были такие животные собаки, можно было бы себе предположить, что вот так постепенно они эволюционировали. Вот от карманного мопсика, который можно засунуть в карман, до громадной борзой, которую, конечно, ни в какой карман не запихаешь. Можно было бы даже построить эволюцию собачьей морды. Вот по аналогу эволюции копыта лошади, вот собачья морда так появлялась. Но мы все с вами знаем, что это породы собак, они выведены хаотично друг из друга и не в такой последовательности, и не являются они эволюционными предками. Но чисто теоретически можно было бы вот так вот рассматривать. И фактически любой таксон организмов, не только собак, там, лошадей, птиц, все другие таксоны можно построить в такой последовательности, которая будет создавать видимость эволюции. Вот. Но это всего лишь гипотеза. Единственное, что могло бы ее доказать, это такое же положение в летописи окаменелости. Вот если бы мы нашли собаку с такой мордой, потом в слоях более поздних вот уже с более удлиненной мордой, потом вы увидите, что эта популяция собак, у них еще морда удлинилась, это наконец стало такой. Это было бы доказательством эволюции. В противном случае это всего лишь наши домыслы и догадки. В этом надо давать себе отчет. Или вот гомологичные органы. Предполагается, что так постепенно плавник рыбы стал лапой лягушки, затем лапой ящерицы и вот крылом птицы. Даже вот выделяются сходные косточки, и все вроде как похоже, действительно. Может быть, такой процесс происходил. Но здесь две проблемы. Первая на эмбриональном уровне, вторая на генетическом. В эмбрионах, если у нас шла эволюция, значит, мы должны наблюдать, как одни и те же клетки эмбриона постепенно, вот, скажем, у рыб формируют они плавник, у лягушки они формируют эти клетки лапу, значит, а у птицы вот уже крыло. Но оказывается, на эмбриональном уровне совершенно разные группы клеток формируют эти передние конечности. Те клетки, которые формируют у рыбы плавник, они у ящериц и у птиц совершенно другую функцию выполняют, а соответствующие органы, крыло, например, птицы, формируют совершенно из другой группы клеток. На генетическом уровне, единственный уровень, на котором можно было бы подтвердить точно гомология, вот мы видим группу генов, вот произошли мутации, гены изменились, вот и конечность соответствующая другая. Сегодня этого выявить нельзя, почему? Потому что неизвестно, какие генные структуры отвечают за эти гомологичные органы. Поэтому генетики вообще удивляются, как зоологи умудряются называть эти органы гомологичными, если на уровне генов пока ничего не известно. А по ряду генов, по некоторым генам исследования проведены, оказывается, что совершенно разные группы генов контролируют развитие различных частей этих конечностей. То есть идея гомологии сегодня не проходит, в том смысле, что она не доказывает идею эволюции. Сходство она показывает, но это сходство могло быть обусловлено планом Господа Бога. Скажем, когда Господь сотворял этот мир, Он понимал, что рыбе нужно будет плыть и просто толкаться, а лягушке надо будет уже прыгать, и, конечно, должна быть другая. А птице уже надо будет летать, и, конечно, уже должна другую функцию выполнять. Но сама идея конечности, все эти косточки, ее строения, одно и то же. Почему? Потому что один конструктор и сходные конструкции. Одно время считалось, что вот эти вот рудименты и атовизмы хорошо доказывают нам минувшую эволюцию, но сегодня эта проблема стала еще более острой. Дело в том, что в 19 столетии к рудиментам относили более 180 органов.
К ним относили щитовидную, вилочку, шишковидную железы, миндалины, коленные меньевские, полулунную складку глаза, аппендикс, копчик, ну и многие другие органы. Сегодня ученые считают, что совсем ненужных органов у человека нет. Даже аппендикс, он, оказывается, контролирует бактериальную флору в кишечнике, отвечает за иммунитет, вот, например, в период роста организма. Полулунная складка, вот этот вот мясистое тельце в углу глаза, оно отвечает за крепление глазного яблока. Без нее поворот бы значительно был меньше, и к тому же выделяет клейкое вещество, которое позволяет вот легко и просто удалить всякие вещи, которые попадают в глаз. Когда-то было неизвестно происхождение органов, эволюционисты считали, что они остались нам от наших предков. То есть у них они играли какую-то функцию нужную, а у нас они никакой функции не играют, просто вот они остались в организме. Сегодня наука показывает, что ничего такого нет. Конечно, человек может прожить, по идее, и без рук, без ног, но это не значит, что это какие-то рудименты. Это всего лишь органы, которые, скажем, не являются наиболее жизненно важными. Без головы, конечно, человек прожить не может. Атовизмы. Вот все мы с вами знаем, в учебниках часто рисуются люди там с шерстью на лице, значит, с хвостиком, там разные совершенно бывают атовизмы. Ну и вроде как это происходит сбой генетической программы у человека, вдруг у него развивается орган, который у него когда-то был, когда он был не человеком, а там обезьянкой или еще там каким-то существом. Такого случая, когда у человека шерсть на лице, просто даже не было. Бывает волосяной покров, это обычные человеческие волосы, но они почему-то распространяются по лицу. Это эмбриональное нарушение. Кстати говоря, у многих народов я наблюдал, волосы растут даже вот на щеках и даже на носу. Вот, и это довольно распространенное явление. Вот такого хвостика поросячьего закрученного тоже не было. Это наблюдали случаи, когда эмбриональная материя она остается вот где-то вот в этом месте. Это ничего особенного в этом нету. Часто бывает у эмбрионов какие-то вот эмбриональная материя остается, ее просто хирургическим путем удаляют, это никому это не удивительно. Но когда это происходит на месте до хвоста, да еще имеет вид такой похожий на хвост, тогда это может вызвать подозрение. Может быть, это потому, что у человека когда-то были хвостатые предки. Ой, что это случилось с твоим хвостом? А что с ним могло случиться? Его нет. Ты не ошибся? Хвост или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться. А что же тогда там есть? Ничего. Не может быть. Кажется, ты прав. То есть все эти вещи можно сопоставлять с идеей эволюции, а можно и не сопоставлять. Вот так, например, рождаются люди шестипалые. Но никто об этом не шумит среди эволюционистов. Почему? Потому что, к сожалению, вот не было у нас никаких шестипалых предков. Если бы какой-нибудь там крокодил, где-то какие-то обезьяны были шестипалые, то, безусловно, бы сказали, это именно потому, что человек когда-то был этим шестипалым существом, сейчас он изменился, но у него часть генов осталась, и вдруг происходит сбой программы, у него вот развивается шестой палец. Или, например, рождаются существа, вот змей, ящериц часто бывают с двумя головами, другие организмы бывают с двумя головами, тоже об этом никто не шумит, хотя, конечно, можно было бы построить теорию о происхождении их от таинственного змея Горыныча, да? Но никому это не интересно, вроде как это не вполне научно. И можно подумать, что эволюционные представления, это чисто такая теоретическая область. И нас с вами, может быть, это не коснется. Всего лишь это наш разум, как нам мыслить этот мир, таким или иным. На самом деле вопросы эволюции могут коснуться нас самым теснейшим образом в нашей обыденной жизни буквально завтра. Мы с вами просто не представляем, что у нас творилось в хирургии в минувшем 20-м столетии. Был во Франции такой хирург, ученый-хирург Франц Глинар, который построил такую научную теорию, согласно которой человек раньше ходил на 4 ногах, переходит на 2 ногах. Ну, это понятно, это элементарное эволюционное построение. И вот он сказал, что у него кишечник, грубо говоря, провисает. И это плохо приводит к возникновению разных болезней. Люди, которые в 20 веке тогда во Франции и в других странах Европы приходили к врачу, жаловались, что доктор, у меня раньше было все нормально, а теперь скушай что-нибудь, не так все переваривается. Иногда могли поставить диагноз: у вас родной синдром Глинара. Доктор, а что это такое? В прошлом вы бегали на 4 а теперь вы ходите на 2 ногах. У вас брюшная полость совсем по-другому расположена. А что делать-то, доктор?
Хирургия вам поможет. Есть такой вариант. Мы делаем операцию хирургическую, фиксируем кишечник в полости кишечной. Это брюшной полости, это довольно сложная вещь. Добавлялась к этому еще гастропексия, тоже говорят, очень сложная операция. Несколько сот операций провел Глинар. Лучше никому не становилось, а вот ухудшения бывали, и многие люди страдали, что называется, до конца дней своих, прежде чем стало понятным, что так легко и просто улучшить человека не удается, эти опыты над людьми прекратили. Не где-нибудь, а в просвещенной Англии в том же 20 столетии был такой врач Лейн. В своей книге я ссылки на эти работы все привожу, любой человек может пойти в библиотеку, детально все это узнать. Так вот, Лейн писал, что человек когда-то был другим совсем существом, и у него сформировался пищеварительный аппарат. Ну, когда-то были обезьянами, питались бананами, а сегодня мы кушаем совсем другую пищу, и она не совсем подходит под тот пищеварительный аппарат, который у нас уже сегодня есть. И людям, которые тогда приходили к врачу, жаловались на пищеварение, могли сказать так, что, знаете, вот эволюция не поспевает. Вы сегодня питаетесь совсем ничем, подо что сформировался у вас пищеварительный аппарат. Доктор, а что же делать? Лейн тогда писал, что в толстом кишечнике скапливаются гнилостные бактерии. И это очень плохо. Ну так, конечно, сказать кому-то, гнилостные бактерии у тебя скапливаются, мало хорошего. Так вот, Лейн говорил, что удаляя часть толстого кишечника хотя бы, я буду лечить множество болезней, вплоть до шизофрении, как писал Лейн. И людям, которые доверчиво приходили к врачу, подремонтировать, значит, свой пищеварительный аппарат, излечиться от болезни, клали на операцию, удалили часть толстого кишечника. Лейн провел свыше 1000 таких операций, потом он стал удалять и весь толстый кишечник человеку, который пришел доверчиво к хирургу. И появились и умершие, в том числе, прежде чем эти операции прекратили, эти опыты над людьми. Кстати говоря, до сегодняшнего дня никому в голову не пришло даже, что можно было бы привлечь этих людей, хирургов, к уголовной ответственности, потому что это высокая наука, это современная хирургия, которая опирается на мощнейшую эволюционную теорию, которой придерживаются все ученые. Вот сегодня, кстати говоря, многие лекарства на человека разрабатывают предварительно на животных. Конечно, можно говорить, что мы имеем сходство какое-то с разными организмами, физиологическое сходство, вот, например, там, со свиньями там, или там, с мышами какое-то, и можно что-то пробовать. Но совсем полагаться на них, конечно, нельзя, исходя из того, что вот мы эволюционные предки, а они наши эволюционные предки, поэтому то, что им годится, то нам тоже очень вероятно подойдет. Надо быть в этом смысле очень и очень осторожны. Биогенетический закон. Все мы с вами в школе его проходили. Оказывается, мы с вами, когда были эмбрионами, были похожи на своих эволюционных предков. На там, ящерицу, на рыбку, имели какие-то жаберки, там, жаберные щели. А потом мы стали все больше походить на человека. И когда мы уже родились в этот мир, мы уже были младенчиками, маленькими, которые совершенно человеческие. История этого закона довольно сложна. Эрнст Геккель, когда его открыл и доложил на совете Йенского университета, коллеги, выслушав Геккеля доклад, уличили его в научном мошенничестве. Была создана специальная комиссия, ссылку я даю, возглавил ее не кто-нибудь, а Вильгельм Хис, крупнейший, авторитетнейший эмбриолог Германии, очень скрупулезный немец. Он сравнил все те рисунки, которые давал Геккель по эмбрионам. Геккель тогда на докладе сравнивал эмбрион человека и эмбрион собаки. Оказывается, как пишет Хис, у человеческого эмбриона голова была уменьшена в 1,5-2 раза, у собачьего, соответственно, увеличена. Глаз у человеческого эмбриона тоже был уменьшен раза в 2, а у собаки увеличен для придания им сходства. А хвостовой отдел человеческого эмбриона был увеличен аж в 2,5 раза. Вот что себе позволил Геккель, чтобы эмбрионы были похожими. И Хис заключает свою статью, говоря про Геккеля: тот, кто так поступает, исключает себя из рядов научных сотрудников всякого рода. Надо сказать, проблема не так уж безобидная. Сегодня во всяком учебнике мы этот закон Геккеля найдем, и это как величайшее достижение науки. На самом деле на Западе от него все больше и больше отказывается. Когда мы обсуждали его на кафедре эмбриологии в Московском университете с завкафедрой профессором Греченковым, то Владимир Александрович сказал довольно четко, что биогенетический закон достаточно себя уже дискредитировал, и можно было бы от него отказаться. Но как-то он вошел в историю науки, все его применяют, хотя знают вот ему цену. Сам профессор Греченков, большой поклонник Карла Бера, великого ученого, эмбриолога, который полагал, что мир создан Богом, а не появился эволюционным путем. И профессор Галиченков такого же мнения, он считает, что говорить об эволюции здесь не имеет смысла, а надо говорить о сотворении.
Возьмем современный учебник по теории эволюции профессора Севертьянова, завкафедры проблем эволюции Московского университета. Касательно биогенетического закона Геккеля, читаем: с позиции генетики неправильность биогенетического закона очевидна. Очевидно, генетикам очевидно, что биогенетический закон Геккеля это чушь. Почему? Потому что если другой организм, если другие гены, он именно закладываться должен по-другому. Не бывает так, чтобы закладывался червячок, а появился человек. Не бывает так, чтобы строители закладывали детский садик, а потом на этом месте построили небоскреб. Небоскреб с самого начала нужно строить как более сложную какую-то конструкцию. Вот, но это не значит, конечно, что профессор Севертьянов отказался сегодня от теории эволюции, что он отказался от биогенетического закона. Ситуация более сложная здесь. Ученые, которые всю жизнь работали над идеей эволюции, к сожалению, очень редко от нее отказываются. Что собой представляет эволюционное воззрение? Надо сказать, все больше ученых сегодня, в том числе биологов, многие полагают, что есть биология, сама это наука, это то, что мы изучаем, то, чем занимается ученый, а есть некая над ней настройка философская, это эволюционное построение, которое говорит о том, ну как примерно все это могло друг из друга развиваться. Чисто такая вот философия, то есть есть наука биология, есть философия, наверное, это теория эволюции. Сегодня никто, собственно говоря, не занимается эволюционными вопросами. Ученые занимаются конкретной биологией, теми вещами, которые можно изучать. Там цитология, строение клетки, там, или там, генетика, там, или там, экология, еще что-то. Никого не вопрос вопросы эволюции вообще. И надо сказать, что если сегодня из науки пропадет цитология, то все у нас рушится. Мы не умеем лечить болезни, мы не знаем, что у нас происходит с организмами, там, с клеточками, как вот в этом листике происходит фотосинтез. Мы ничего этого не знаем. Если у нас из науки сегодня пропадает генетика, такая же проблема. Мы не знаем, ничего не можем, многие вопросы мы не можем решить, без которых нам жить сегодня просто невозможно. Если сегодня из науки пропадет теория эволюции, вот совсем просто вывалится, ничего в науке не произойдет. В биологии ни один факт не колыхнется, все останется на своих местах. Просто, скажем, люди будут говорить не об эволюционном родстве, а о родстве организмов, об их сходстве. Как оно появилось, это сходство? Сегодня многие ученые полагают, что в результате того, что Господь Бог формировал организмы, поэтому они сходны. Единый план. Господь строил организмы, модифицировал какие-то у них признаки, кто-то летает, кто-то бегает, кто-то плавает, но идея у них очень сходная, поэтому вот эти организмы имеют определенное родство. Эволюционисты говорят, что это родство связано не с Богом, а с тем, что организмы друг из друга происходят. Вот и вся разница. Конечно, нельзя изучать. Вот как можно, например, изучать происхождение птиц от рептилий? Вот, объясните мне, какая должна быть лаборатория для этого? Можно только строить предположения. Какие-то органы могли развиться, да? Но это чисто теория, не касается вот практического изучения этого вопроса. Но целый ряд данных сегодня показывает, что эволюция и невозможна. Если посмотреть генетические исследования группы, например, академика Юрия Петровича Латухова, вот он редактор нашего учебника по общей биологии, мы работали с Юрием Петровичем около года над этой темой, и это заслуженный профессор Московского университета, читает лекции в МГУ и директор Института общей генетики, крупнейший ученый сегодня, на рубеже 20-21 столетия, во всяком случае, более крупного специалиста по эволюции в нашей стране просто нет. Сегодня нет человека, который бы сказал: Юрий Петрович, что ты в вопросах эволюции понимаешь меньше, чем я. Чем занимался Юрий Петрович Латухов? Он занимался генетикой популяции. То есть, что происходит в популяциях на генетическом уровне. Это то, на чем базируются все эволюционные теории. Как генофонд популяции изменился, так что одни организмы стали другими, и так пошла эволюция. Так вот, в 70-х годах, например, Юрий Петрович Латухов резко критикует эволюционные воззрения, получил массу данных, которые камня на камень не оставляют о теории эволюции. Что это за данные? Вот сейчас мы с вами станем в вопросах теории эволюции с специалистами номер один, которых в мире, вообще говоря, мало, потому что эти данные до сих пор публиковались только в очень узких журналах и не давали выход на широкую публику. Вот мы здесь в книге впервые их изложили. Оказывается, далеко не все гены могут меняться. Если взять любой организм, группа Латухова изучила десятки и сотни видов растений, даже рептилий, рыб, земноводных, других организмов, десятки и сотни видов. И далеко не все гены могут меняться.
1/3 генов действительно изменчива, а у человека их, правда, даже меньше. Это всем привычные менделирующие гены, которые меняются. Вот у человека могут быть глаза разного цвета, это не смертельно, это просто разные люди, волосы разного цвета, там, кожа, там, другие какие-то могут признаки варьировать. Но 2/3 генов каждого организма изменяться не могут вообще. То есть, скажем, в этом здании можно поменять, вставить евроокна, можно там настелить паркет, кровлю можно поменять, но нельзя трогать фундамент, нельзя трогать несущие конструкции, тогда все рухнет. Вот так и у человека, и у другого существа, любого, 2/3 генов должны оставаться неизменными. Если в них проходит какое-то нарушение, такое существо даже не рождается, но не может жить. Вот, например, взять гемоглобин. Гемоглобин – это 700 аминокислот в определенной последовательности, эта молекула разносит кислород ко всем клеточкам организма. Если какая-нибудь аминокислота не та, вот, например, сверхповидно-клеточная анемия, а оба гена повреждены этой мутацией, я не могу получить кислород. Вот я вздохнул раз, вздохнул два, несколько минут у меня есть повздыхать, а потом я помру, никакой эволюции из меня не произойдет. Возникает тогда вопрос, если этот гемоглобин, он у крокодилов один, у собак он другой, обезьян третий, у человека еще какой-то, как произошли в нем изменения? Собака, если в ней что-то происходит в гемоглобине, она сразу дохнет, она не может ждать миллион лет, пока у нее гемоглобин станет гемоглобином обезьяны, она снова может дышать. И вот такого рода 2/3 ген, кстати, такой фермент метаболизма какой-то не работает. В лучшем случае, если вам хорошо повезет, это будет сахарный диабет. Вот то, чем занимается Институт медицинской генетики в Москве, мутациями в мономорфных генах по человеку. Если там что-то происходит, все, в этих генах ничего не должно происходить. Они даже такого рода, что оба гена от папы и от мамы должны быть нормально функционирующие. Если бы хотя бы один из генов имеет мутацию небольшую, хотя бы замену в одном нуклеотиде, организм такой помирает, он не может существовать. Оба гена должны быть нормально функционирующие. То есть мутации такие не могут накапливаться даже в гетерозиготе. И смотрите, что происходит, как говорят, естественный отбор выбирает виды все более совершенные. Но не все гены могут меняться. 1/3 генов меняется, а 2/3 генов меняться вообще не могут. Как естественный отбор может сделать эти гены другими? Гены неизменчивые собаки, превратить в гены неизменчивые, там, скажем, человека. Если в них что-то происходит, происходит летальный исход. Такое существо даже не рождается. Ни о какой эволюции здесь говорить просто не приходится. Поэтому Юрий Петрович Латухов в своем учебнике для студентов Московского университета по генетике популяции в выводах пишет: место для дарвинизма, как теории эволюции, вовсе не остается. Вовсе не остается места для дарвинизма ни в каком виде, ни в виде дарвинском, ни в виде неодарвинизма современной синтетической теории эволюции. И в чем ошибка дарвинизма или синтетической теории эволюции? Детально, вот конкретно. Вот там говорится в любой современной теории эволюции, что виды изменчивы — это факт. Посмотрите, какие все разные голуби, какие все разные собаки. А дальше такой пассаж. Вот так за миллионы лет одни организмы превратились в другие организмы. Чувствуете здесь, да, какой подвох? Когда мы говорим виды изменчивы, мы говорим о тех генах, которые действительно могут меняться. У них что-то может произойти. Вот у человека глаза разные, там, у собаки там, цвет шерсти разный. Все это может меняться, там, подшерсток, еще что-то. А когда мы говорим так, за миллионы лет собаки стали обезьянами, там, или обезьяны стали человеком, мы должны объяснить: простите, а как произошли изменения в тех генах, в которых любые мельчайшие нарушения, они летальны? Это все равно, что говорить, вот я руками шевелю, да, это факт, вот это же все же видят, да, виды изменчивы, вот они изменяются. Вот так постепенно за миллион лет я могу до Луны дотянуться. Но это же нереально, скажете вы, чтобы вам до Луны дотянуться, ни миллион лет, ни миллиарда не помогут. Вам нужно либо руку отрывать, тащить на Луну, либо всего самого туда одевать скафандр и отправлять на Луну. То же самое с теорией эволюции. Когда они говорят, что виды изменчивы, это факт, посмотрите вокруг, отсюда вовсе не следует, что за миллион лет одни виды могут превратиться в другие. Просто по той простой причине, что вид — это не кусок пластилина, из которого можно лепить все что угодно. Это более сложная конструкция. Там большая часть генов изменяться вообще не могут. И это понятно. Если во времена Дарвина считалось, что вид может легко и просто превратиться в другой, то сегодня понятно, что слишком сложно виды устроены, слишком много там связей, взаимочинных всяких процессов, чтобы они могли так вот легко изменяться. Дарвин, например, писал, что медведь, постепенно привыкая к жизни в воде, может стать чем-то вроде кита. У него постепенно отрастут ласты, он приспособится, выпадет у него шерсть, приспособится к жизни в море, и вот будет что-то вроде кита. Сегодня понятно, что медведь, сколько бы он ни жил в море и не привыкал к воде, никогда китом не станет, потому что у него другой комплект генов метаболизма, ферментов метаболизма, совершенно другой организм. Он сдохнуть, а вот жить в океане никогда не сможет.
Вот современная наука это говорит. Кстати говоря, Дарвин не был столь уж категоричен. Вот эта его книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина в прежние времена, в том же 20 столетии, до самого его конца, эту книгу нельзя было почитать целиком. Во всех учебниках давались только какие-то выдержки из Дарвина. Сегодня она издана, любой человек может взять ее в руки и посмотреть. Мало кто, к сожалению, читает Дарвина. Я с большим удовольствием читал эту книгу. И вот Дарвин в выводах пишет: есть величие в том воззрении, по которому жизнь с ее различными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одно или ограниченное число форм. Творец. Дарвин пишет, что я полагаю, животное происходит самое большое от 4 или 5 созданных Богом родоначальных форм, а растения от такого же еще меньшего числа. Позиция Дарвина, которую должен изложить школьник на экзамене, студент на экзамене. Дарвин полагал, что базовые виды животных, 4-5 форм растений, 4-5 форм животных, были созданы на планете Господа Богом. Где мы это с вами увидим? В книгах постоянно врется о том, что Дарвин говорил о том, что виды появились сами по себе и сами по себе развивались. Единственная ошибка Дарвина была, что он полагал, какие-то очень простые виды появились, а потом эволюция дала все то биологическое разнообразие, которое мы с вами видим вокруг. Сегодня наука выяснила, что в палеонтологии это не подтверждается. Крупные таксоны организмов не имеют переходных форм. Генетически исследования группы Алтухова показали, что это тоже невозможно. То есть, видимо, все, что мы с вами видим, какие-то вариации, конечно, могут быть. Видите, собаки действительно разные, вот породы может быть и голубей каких-то разных. Но, в принципе, собаки, голуби, человек и другие организмы, они были созданы на планете Господом Богом. Вот, кстати говоря, публикация начала 70-х годов, работы Ильи Петровича Алтухова по генам. Вот это мономорфные гены. Видите, они все одинаковые, соответствующие белки, не имеют никаких вариаций. А вот полиморфные гены, вот полиморфизм, видите, все белки разные. Вот тут совершенно четко можно понять, что изменчиво, а что у нас не изменчиво. Кстати говоря, за открытие генетического мономорфизма 3 академика, Юрий Петрович Алтухов, Рычков и Корочкин, академики Рычков и Корочкин, получили государственную премию Российской Федерации. Так высоко оно было оценено. И какова же была позиция академика Алтухова, авторитета в науке номер 1, наверное, по вопросам, как может происходить эволюция в популяциях различных организмов, то есть то, на чем базируется современная статистическая теория эволюции. В философском сборнике Российской академии наук 2 града Юрий Петрович Алтухов в своей статье пишет вполне определенно: что же создал жизнь во всем ее удивительном многообразии? Задает вопрос человек, который всю жизнь занимался вопросами эволюции, является заслуженным профессором Московского государственного университета и 70-х годов изучает этот вопрос на самом глубинном генетическом уровне. Мы находим ответ на этот вопрос лишь в одном месте – в библейской книге «Бытия», которая говорит о сотворении мира. Других источников, которые это объясняют, нет, если не считать всевозможных эволюционных гипотез. Но они до сих пор остаются лишь недоказуемыми гипотезами. И поэтому академик Алтухов последние 10 лет своей научной карьеры пытается достучаться до ума и до умов и до сердец своих коллег, пытаясь объяснить, что не надо нам ломиться в этот эволюционный тупик. Впору науке задуматься о сотворении этого мира, чтобы дальше конструктивно развивать свои эволюционные построения, чтобы куда-то к чему-то идти. А иначе мы будем так и стоять в этом дарвинском тупике, пытаясь объяснить, как все произошло друг из друга. То, что организмы сходны, говорит всего лишь о том, что был некий план у Господа Бога, когда Он его сотворял. Вот возьмем так называемое древо эволюции. Всем оно известно очень хорошо, но мало кто знает, что на этом древе изначально не было никакой эволюции. Человек, который его нарисовал, был ученый Карл Линней. Он создал первую классификацию организмов, вот без нее невозможно. Сегодня просто биология, она мало чем изменилась со времен Линнея, несколько она усовершенствовалась, но основа вся линнеевская, и бинарную номенклатуру он создал. Так вот, Линней писал, что у Господа Бога, когда Он создавал этот мир, был план. И я, прозревая своим человеческим разумом в нем какие-то закономерности, могу построить биологическую систематизацию.
Линней видел, что организм имеет сходство. Но это сходство по Линнею, оно не эволюционное, а как строитель использует типовые конструкции в разных зданиях. Так и Господь использовал разные базовые системы в разных организмах. Вот, например, ветвь возьмем позвоночник. Вот простой позвоночник, рыба, у нее только плавники есть. Вот лягушка уже может прыгать, лошадь уже может быстро бегать. Да, и вот вплоть до человека. Такую можно провести систематизацию. Но здесь у Линнея не было никакой эволюции, это план Божий. Или вот ветвь определенная там растения по усложнению, вот самые простенькие, вот они еще сложнее, вот уже и самые сложные растения, или вот насекомые, да. Все можно вести на своей ветви, все сходные организмы, группы организмов, которые далеко стоят друг от друга на ветве далеко, те, которые близко, расположены близко, но здесь нет никакой эволюции, это план создания мира Господом Богом. Дальше, вот, например, конвергенция, сходство внешнего строения далеких видов. Если взять рыбу, акулу, вымершего рыбоящера, ихтиозавра, млекопитающего дельфина и вот внизу птицу, пингвина, совершенно разные таксоны. Однако внешне они очень-очень сходны. Как это объяснить с точки зрения эволюции? Эволюционисты говорят, что эти организмы развивались в воде, и вот случайно, там все случайно у них происходит. У них рептилии случайно научаются летать, черви случайно превращаются в рыб. И вот эти организмы стали поэтому сходными. Но с точки зрения Господа Бога это тоже легко объяснить. Когда Он создавал мир, Он понимал, что эти организмы будут жить в воде, Он знал, что нужно будет плавать, поэтому у них и сходство, строение, и это совершенно легко и просто объясняется. Или вот, например, взять родственные виды, скажем, полярную лисицу, песца, обыкновенную лисицу и пустынную лисицу финек. Вот обыкновенная лисица в середине. Эволюционисты полагают, что эти лисы, когда уходили на север, у них уши отмерзали и постепенно вот стали такими маленькими. Но с точки зрения плана, также это легко объяснить. Сразу было Господу известно, что песец будет жить на севере, поэтому у него маленькие уши, чтобы они не отмерзали. А, скажем, финек, он будет жить в пустынях где-то, чтобы у него была хорошая терморегуляция, у этого финька вот большие такие уши. Или вот, если взять рыбы, вот эта классификация по Дарси Томпсону взята, нанести сетку базовую, начать сетку деформировать, оказывается, такой подвид есть. Он живет, он плавает, его можно поймать. Деформируем сетку по-другому, оказывается, и такой подвид есть. Он тоже плавает, его можно поймать. Еще как-то деформируем сетку, оказывается, и такое плавает, его можно поймать. То есть такое полное создается впечатление, что тот с большой буквы, кто создавал этот мир, он уже эту вариацию провел. Он как-то провел различные деформации такие. И, кстати, сегодня мы видим разных рыбок, разных птичек. Все это радует глаз своей красотой и разнообразием. Высший разум создал Вселенную человека. Мне нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана, следовательно, разума неопровержим, как писал известный физик Артур Комптон. И другой рисунок, идею к нему подал академик, крупнейший генетик Леонид Иванович Курочкин. Крылья. Разные таксоны организмов. Вот справа вверху орел у нас, рядом древние рептилии, рыба, слева посередине рядом бабочка, вот стрекоза и слева внизу летучая мышь. Совершенно разные таксоны, и у них случайно вдруг потерялись, вдруг появились крылья, они все научались вдруг случайно все летать хронически. Как это объяснить с точки зрения эволюции? Да никак. Вот по мнению академика Курочкина, этого рисунка достаточно, что любой человек понял, что у мира этого есть Творец, и он появился не сам по себе эволюционным путем. Или вот взять, например, сумчатых и плацентарных. На разных континентах развивались существа, но тем не менее вот есть волк и сумчатый волк, есть муравьед, есть сумчатый муравьед, есть крот и сумчатый крот. Как это можно объяснить? С точки зрения эволюции очень сложно объяснить. Эти существа даже жили на разных континентах, но почему-то вдруг стали сходными. С точки зрения создания этого мира объяснить гораздо проще. Творцу было угодно, чтобы был вот и волк, и сумчатый волк, и чтобы разные были вариации вынашивания своих младенцев, поэтому мы видим сегодня и сумчатых, и плацентарных. Вот такая сегодня ситуация в науке. Почему же так устойчиво эволюционное представление? Я задавал этот вопрос академику Юрию Петровичу Латухову.
Так прямо и спросил, вот, Юрий Петрович, я популяционной генетикой никогда не занимался, но поработав с вами вот несколько месяцев, прочитав ваши работы, обсудив это с вашими специалистами, убедился в том, что это железный и достоверный материал. Это не какие-то гипотезы, это десятки и сотни видов изучены, и везде одно и то же. Большинство генов меняться не могут. Говорить об эволюции здесь не приходится. Почему же многие ученые все-таки стоят на эволюционных позициях? Почему тот же самый Тимофей Фрисовский так восставал против вас, боролся с вашими фактами? Неужели Тимофей Фрисовский менее меня способен понять вот эти ваши данные, разобраться во всем этом? Неужели вот он глупее, чем я? Юрий Петрович ответил, конечно, Тимофеев, Рисовский не глупее, но вы думаете, легко отказаться от всего того, чему посвящена жизнь? Ведь вся жизнь отдана. Поэтому вспоминаются слова Макса Планка, одного из создателей квантовой теории. К сожалению, писал Планк, смена парадигмы происходит со сменой поколений. То есть, когда приходят в жизнь новые люди, они уже решают, от каких теорий мы откажемся, а какие мы будем поддерживать. А те же люди, которые воспитались в старой парадигме эволюционной, им очень трудно отказаться от своих представлений. И у нас остался еще один вопрос. Сколько же лет миру? Как мы с вами выяснили, появление человека на планете не объясняется с точки зрения эволюции. Люди появляются неожиданно сразу развитыми. Разные таксоны, моллюски, рыбы, рептилии, птицы, млекопитающие также появляются на планете неожиданно и сразу развитыми, без всяких переходов. Сколько же лет миру? В Библии сказано, что мир был создан несколько тысяч лет назад за 6 дней Господом Богом. Творец захотел и создал его. Может ли это быть? Вообще, как появились вот эти миллионы? Когда появилась дарвинская теория, многие ученые справедливо задавали эволюционистам такой вопрос. Послушайте, о чем вы говорите? В современных египетских фараонах те же самые обезьяны прыгают по деревьям, на тех же самых валах мы пашем. Где та самая эволюция, о которой вы говорите? Тогда стали рассуждать о десятках, сотнях тысяч лет, а потом и о миллионах. Стали говорить, что мы слишком мало живем. Если бы мы жили долго, мы бы увидели, как рыбы выбрались на сушу, стали крокодилами, как крокодилы научились летать. Но все это происходит десятки и сотни миллионов лет, мы просто этого не видим. Когда сегодня выяснилось, что эволюционные представления во многом противоречивы, и многие ученые приходят к идее творения, стали выяснять, сколько же лет миру. Здесь есть масса любопытных фактов, которые проливают свет на проблему. Оказывается, накопилось очень много данных, которые свидетельствуют о том, что вот и недавняя история создания мира тоже вполне может оказаться реальностью. И какие это факты? Пройдемся по геологическим данным. Вот так называемое полистратное отложение. Это окаменелое дерево, пересекает десятки кремниевых пластов. Представить себе, что это постепенно как-то сформировалось, как во времена Дарвина считалось, что постепенно накапливаются породы, постепенно накапливается толща вот эта вот осадочная, ну как пыль на подоконнике за миллионы лет постепенно накапливается. И вот как объяснить постепенное формирование таких структур? Если бы дерево стояло и ждало десятки миллионов лет, пока напластуются вот эти вот угольные пласты, оно бы сгнило, дерево столько долго не выдерживает, а тем не менее оно хорошо сохранилось. То есть это какая-то была катастрофа, видимо, которая сформировала всю эту толщу очень и очень быстро. Надо сказать, недра земные полнятся истории катастроф. Сегодня все больше об этом говорят. Многие находят окаменелости, по которым совершенно очевидно, понятно, что они появились в результате какой-то глобальной катастрофы. И мы с вами знаем, что если вот какая-то кошка или собачка там сдохла, через несколько месяцев на этом месте ничего не остается, никакой окаменелости, мы ничего не находим. А в палеонтологии находят окаменелости даже медуз. Что такое медуза? Это студенистое тело, если выбросить на берег, через несколько часов от медузы ничего не остается. Чтобы получилась окаменелость медузы, ну, чтобы ее завалило какими-то осадками, и герметично, без доступа кислорода, постепенно произошло замещение структур. Находят окаменелости целых динозавров. Представьте себе, что постепенно динозавр умер и получилась окаменелость, не приходится. Даже если слон помирает в Африке, через несколько недель от него ничего не остается, все это бактериями, другими организмами перерабатывается, ничего не остается. А что же находят в недрах? Вот, например, прекрасно сохранившиеся останки хрящевой рыбы из меловых отложений.
понятно, что хрящевая рыба была захоронена катастрофически быстро. Или вот эта вот рыбка была погребена даже во время обеда. Она вот схватила другую рыбешку и в этот момент была погребена. Останки хорошо сохранились. Можно сказать, что это не может быть, чтобы она сдохла, подавившись рыбкой, да? А видно, что это все происходило очень быстро. Или вот ихтиозавр во время родов вот рождает самка ихтиозавра детеныша, в этот момент произошла катастрофа, которая ее погребла. И так прекрасно сохранились останки. Во многих пластах находят косяки рыб захороненные, буквально миллионы этих рыбок. И надо сказать, вот процесс окаменевания, формирования горных пород происходит достаточно быстро. На конференциях sedimентологов ежегодных там постоянно случаются такие казусы, очень необычные, которые все потом много шумят. Так, например, несколько лет назад в силикатных осадках, каменелых, раздолбили осадки, там обнаружили бутылку пепси-колы. То есть, несколько десятков, 30, там, может быть, лет, 40 лет этой бутылки, но она попала в осадки, и все это успело окаменеть. На одной из последних конференций, одна из групп на Балтике, где-то они исследовали, нашли железомарганцевые конкреции. Удивительная вещь. Железомарганцевая конкреция — это такие камушки, которые постепенно формируются. Считается, что железо на них постепенно осаждается, и так они там, десятки, там, сотни тысяч лет эти камушки формируются. Так вот, раздолбили железомарганцевую конкрецию, оказалось внутри нержавеющий болт. То есть процессы формирования вот тех структур, которые мы видим, камней или других месторождений, могут происходить достаточно быстро. Для этого не нужны сотни миллионов лет. Недавно в интернете уже перетолковали эту находку. Чтобы как-то это объяснить, сказали, что, может быть, пролетал какой-то космический корабль, и с него этот болт вывалился, и вот на нем, это давным-давно, 100 миллионов, во всяком случае, какие-то десятки тысяч лет. И постепенно железомарганцевая конкреция она сформировалась. На самом деле процесс окаменевания происходит на наших глазах, на жизни одного поколения, и говорить о том, что для этого необходимо сотни миллионов лет, не приходится. Кстати говоря, вот эти вот месторождения каменного угля, многие полагают, что и в учебниках во всех пишется, что постепенно деревья падают в болото, накапливаясь, там формируют вот эти вот месторождения. Оказывается, вовсе нет. Если так будет, то деревья сгнивают, никакого каменного угля там не происходит. А вот если все это сделать под большим давлением, то есть, если, например, было извержение вулкана, и вот эти деревья где-то завалило, где-то спрессовало продуктами извержения, и была повышенная температура, то так ученым удается получать каменный уголь всего за несколько часов. Сегодня все больше внимания у геологов именно к катастрофическим процессам. Вот, например, было извержение вулкана на острове Святой Елены в Соединенных Штатах в 80-м году. Там, как всегда, основным продуктом извержения была вода, грязь, камни. Очень быстро завалило большое ущелье. Когда это все еще не затвердело, сошел сель, прорезал вот глубокое такое ущелье в этих осадках, и люди, которые там бывают сегодня, на них эта структура производит глобальное впечатление, как будто она давным-давно существует, такая фундаментальная. Вот здесь пласты выделены, более 8 метров, слоистые пласты не сформировались всего лишь за один день. Оказывается, в потоках, как показали исследования вот на стендах в Канаде, разнодисперсные структуры запускаются в потоке водном, очень быстро формируются слоистые структуры. За один раз и буквально за несколько минут протяженные слоистые структуры. Такое впечатление, что они формировались действительно тысячелетиями, слой за слоем, постепенно. На самом деле, вот, когда несутся в водных потоках осадки, они очень быстро формируют пласты, и они такие слоистые. И вот это произошло в Сан-Генес. Вот этот 8-метровый пласт сформировался всего лишь за один день. В озере, куда смыло до миллиона пластов, обвалившихся породой, когда туда пришли ученые, обнаружили уже торфяник, то есть там торф быстро сформировался. И действительно, вот каменный уголь можно получить в такой структуре за несколько часов, а нефть катастрофическим таким путем в результате извержения вулкана и заваливания какой-то органики ученым удается получить всего за несколько минут. Конечно, это будет дорого, но тем не менее вот так можно сделать. И, может быть, изучая катастрофические процессы, ученые наконец поймут, как формировать месторождение каменного угля, как формировать месторождение нефти и как ее нужно искать. А до сегодняшнего дня, к сожалению, нефть, например, бурят по сетке, буквально где попало, потому что не знают условий ее формирования. Прежнее эволюционное представление происхождения планеты, о том, как бы она постепенно могла
формировываются миллион лет за миллионом лет, они не позволяют объяснить, откуда взялась нефть. Но почему так много катастрофических процессов? Как понять, как формировалась нефть, откуда взялся каменный уголь, что такое происходило на планете? Из Библии известна глобальная катастрофа, которая была на планете Земля. Это всемирный потоп. Что такое был потоп? Ученые выяснили, что в те времена, как оказалось, на Землю упал громадный астероид. Мощность удара составила 5 миллионов Хиросим. По компьютерным расчетам такой удар мог расколоть Землю на несколько частей. Оказывается, сегодня она глубинными разломами до нескольких километров прослеживается. Они разделена примерно на 40 частей. Удар такого астероида мог привести к сдвигу земной коры. Материк погрузился, вспучилось океаническое дно, воды океана хлынули на материк, повсюду происходило извержение вулканов, сходили сели. Вот то, что происходило с Энгельс, происходило по всей планете. Организм погребало там, где они живут, сформировало множество окаменелостей, сформировало месторождение каменного угля. Где-то как-то, видимо, сформировалась и нефть, и другие месторождения. И вот давайте подробно рассмотрим, что же могло произойти во время потопа. Потоп, следы потопа. Вот изображение рощи окаменелых пней каменноугольного периода в парке Виктория в Шотландии. Там 1000 стволов, от них ничего не осталось, только пни, срезанные очень аккуратно. То есть сходил какой-то очень мощный сей, который унес куда-то древесный материал и там сформировал месторождение, видимо, каменного угля. Кстати говоря, вот пыльца растений, она очень устойчива к различным воздействиям химическим и гораздо более устойчива, чем горные породы. Так вот, оказывается, пыльцы растений в отложениях практически не находят, и очень мало. И возникает вопрос, если это была постепенная миллионолетняя жизнь планеты, тогда куда подевалась пыльца? Но интересно, что в других частях нашей планеты где-то находят угольные пласты, просто переполненные этой пыльцой. То есть примерно то же самое будет, если вы летом выйдете на улицу, увидите там в лужах, они цветные стали. То есть пыльцу снесло дождем, и она в этих лужах там видна на поверхности. То же самое во время потопа. Куда-то сносило стволы деревьев, там формировались месторождения каменного угля. Куда-то сносило эту вот пыльцу, смывало, там очень много этой пыльцы. Или вот Сент-Этье, Франция. Там на срезе, в карьере видно, как вот эти стволы, вертикально стоящие, отложились во множестве. Это тоже свидетельство катастрофы. И, кстати говоря, вот строение многих геологических пород очень трудно объяснить, не используя катастрофу какую-то глобальную, типа всемирного потопа. Вот, например, пласты часто бывают очень пластично изогнуты. Представить себе, что твердые горные породы могут так пластично изменяться, невозможно. А вот если это был потоп, если это сначала еще не окаменело, было пластично, вот все это изогнулось в результате каких-то тектонических движений, потом окаменело, тогда это представить себе гораздо проще. А вот, кстати говоря, это штенд в Канаде. Здесь видно, как в потоке формируются слоистые структуры. Оказывается, в Крыму вот такие слоистые структуры с наклонными полосами совершенно хорошо видны. И все это доказывает, что и там породы формировались в результате катастрофически быстрого потопа. Вот, кстати, крымские тоже фотографии. Это гранитные валуны, перенесенные за 400 километров в гигантском селе с Украины. По расчетам ученых, мощность этого селя превосходила в десятки раз известный Алматинский щель, но тот шел в ущелье, это было на равнине. И, кстати говоря, оказывается, превалирующее направление вот этих селевых движений во всей Волго-Уральской зоне обнаружили, во всей Северной Америке, там, по-моему, юго-восточное направление, то есть там все сели шли в одном направлении, то есть это была какая-то одна глобальная катастрофа. Или вот организмы ползали, где-то его завалило, он немного там поползал и умер. Вот везде видно такие натекания, какие-то движения, волокло какие-то стволы, все эти следы, они сохранились. Множество окаменелостей, вот допотопная стрекоза, крупнейшая, размером с овчарку, размах такой крыльев был. Ну, динозавры, тут уж совершенно понятно, что чтобы сохранились окаменелости динозавров, должна быть гигантская катастрофа, чтобы завалить такое чудовище, чтобы оно не сгнило, а постепенно сформировалась окаменелость, нужна гигантская катастрофа. Во многих частях планеты окаменелости организма находятся смешанными в гигантских могилах таких крупных. И, например, в Котельниче, здесь недалеко, там найдены десятки палеозавров, которые погибли все в одной и той же позе, стоя на лапах, и тянутся они головой вверх. То
То есть понятно, что они хотели дышать, и так их завалило осадками, и поэтому так вот они и окаменели. Представьте себе, что эти палеозавры стояли миллион лет и в такой позе ждали, пока их засыпет постепенно пылью и другими осадками. Совершенно невозможно. Все это свидетельствует катастрофу. Причем вот в Калифорнии там находят ученые такие братские могилы животных из разных климатических зон, из разных времен и эпох. То есть такое впечатление, что эти организмы жили все вместе на планете, а в результате катастрофы потопа их смыло и погребло всех в единой братской могиле. Все это заставляет задуматься, насколько верны эволюционные представления о смене одних организмов другими организмами на нашей планете. Теперь разберем геохронологическую шкалу. Хорошо, пусть не было эволюции, пусть жизнь создана на планете, тогда почему в глубинных слоях нашей планеты находят простейшие организмы, вот те же самые трилобиты, их очень глубоко обычно находят, а в более верхних пластах находят окаменелости рыб, там девонские кистеперы, например, и выше находят окаменелости млекопитающих, и только в самых верхних пластах находят окаменелости человека. Почему так происходит? Разве это не говорит о том, что так жизнь сменялась на нашей планете? Обратим внимание, что вот эта геохронологическая шкала – это вещь сборная. То есть, если мы сейчас с вами выйдем и начнем копать, мы ничего, конечно, такого не найдем, скорее всего. И хорошо, если мы найдем хоть какую-то окаменелость, хоть какого-то организма. В Большом каньоне в Соединенных Штатах там большой срез, и там 4 слоя из этих 12 можно наблюдать. Там организмы сохранились. И это значит, что геохронологическая шкала – это вещь сборная. Вот, например, если взять Девонский период, впервые пласты с окаменелостями кистеперых рыб были обнаружены в графстве Деваншир. Как назвали их? Конечно, девонскими. Пермские пласты Пермской губернии России. Там обнаружили горные породы с окаменелостями рептилий. Назвали их пермскими. Как себе понять, какие пласты ниже, какие выше должны лежать по хронологии? Из эволюционных только представлений. Если у нас рыбы постепенно стали рептилиями, значит девонские пласты нужно задвинуть под пермские и дать разницу между ними. Эволюционная теория говорит примерно 100-150 миллионов лет. Вот, и так строится геохронологическая шкала. И обратим внимание, что если бы сегодня произошла какая-то всемирная катастрофа типа всемирного потопа, и организмы погребло бы, где они живут, что бы мы с вами наблюдали? Моллюски, кишечно-полостные рачки живут на дне морей и океанов. Если бы там сошел сель и их погребло бы, получилась окаменелость, то это всегда ниже, это всегда глубже всего. Рыбы живут в прибрежных шельфовых зонах. Если бы они погибли там, где они живут, это было бы выше. Это не дно морей и океанов, это прибрежные шельфовые зоны. А рептилии земноводные живут в болотистых каких-то прибрежных местах. Они по океанам не плавают, по горам не бегают. Это какое-то среднее положение. А типично равнинные существа, лошадь или человек, живут в типично равнинных условиях, понятным образом, отложились бы всегда выше. То есть, если сегодня организм погребло бы там, где они живут, потом, если эти какой-то тектоники, все это как-то изменилось, и мы бы всегда находили трилобитов глубже, чем лошадей, грубо говоря. Но это не значит, что постепенно кембрийские формы дали нам кайнозойские организмы. Это просто значит, что они всегда жили в разных экологических зонах. Об этом пишет и Сергей Мирин в своей монографии «Биостратиграфии», по которой учатся студенты Московского университета. Он пишет так, что, к сожалению, большинство эволюционно обоснованных границ, переходов одного вида в другой, они имеют чисто экологическое обоснование. То есть, если мы здесь в долине пробурили шурф, и там нашли окаменелости рыб, каких-то кистеперых, там на холме пробурили шурф, нашли отложения каких-то рептилий, то, как пишет Мейн, это не значит еще, что это были разные эпохи. Как он пишет, большинство таких вещей являются чисто экологическими. То есть здесь было море, жили рыбы, там были болота, и там жили рептилии. Вот и все. И вопрос другой, откуда взялись эти конкретно миллионы, здесь он очень сложный. Многие думают так, что любой пласт можно сейчас взять его на изотопный анализ, и сразу будет понятно, что, скажем, если это кембрийский трилобит, то там он будет 600 миллионов лет, изотопный анализ сразу даст. Но, во-первых, далеко не во всех пластах мы находим радиоактивные породы, так чтобы дать их на изотопию. И другая проблема, изотопные методы дают очень большой разброс. И Мейн, кстати говоря, в своей монографии пишет, что опираться на изотопные методы в датировании пород, как на самостоятельные, неправомерно,
потому что они публикуются и приводятся лишь только когда соответствуют общепринятым эволюционным датировкам. То есть о чем пишет Мейн? Если мы с вами возьмем кембрийский пласт с трилобитами, а отнесем его на изотопию, изотописты скажут этому пласту 1000 лет, никто этого всерьез не воспримут. Все поймут, что здесь произошла какая-то ошибка. Сменилась концентрация изотопов. Например, если это калий-аргоновый метод, то может быть калий вымылся водой, он хорошо растворим, а аргон может быть газ, он просто ушел в атмосферу, поэтому содержание изотопов здесь нарушено. И будут искать в пласте еще данные какие-то изотопные. И когда найдут где-то что-то около 600 миллионов лет, тогда ученые скажут, вероятно, вот здесь в этом образце у нас содержание изотопов не изменилось, оно натуральное, его нужно взять за базисное. И тогда публикуется, да, мы взяли Кембрий, и у нас дало такой возраст. Совершенно нормальная ситуация на геологической конференции. Когда человек рассказывает изученный пласт, ему задают из зала вопрос: коллега, вы на изотопию брали образец? Он говорит, да, брали, что получилось? Да ерунда там получилась. И все идут дальше, никого это не удивляет. Ну, ерунда, хотя в сущности вопрос достаточно сложный. На чем базируются, собственно говоря, сами изотопные методы? На том, что планета появилась эволюционным путем. Да, действительно, если у нас когда-то она была огненным шаром, постепенно этот шар отвердевал, на нем формировались горные породы, тогда вот те самые урановые слитки, там этот уран будет чистым. В кристаллизации участвует чистое вещество всегда. Если теперь мы находим этот уран пополам со свинцом, значит сколько-то миллиардов лет планете уже есть, потому что период полураспада урана 4,5 миллиарда лет. Но возникает вопрос, а что если планета не была огненным шаром? Что если ее вот Бог создал, например, если рассмотреть такую идею? Тогда кто сказал, что урановые слитки должны быть чистыми? Может быть, совершенно нормально радиоактивные элементы были в какой-то смеси. То есть там был не только уран радиоактивный, еще и свинец в этих пластах. И кто сказал, что этот свинец появился в результате распада урана? Может быть, он уже был создан в этих пластах. И мы не знаем, в каком процентном содержании изотопов была создана планета. Соответственно, мы ничего не можем сказать о том, когда же она была создана. Потому что мы не знаем, этот свинец, он был создан или он появился из урана. Поэтому говорить о том, что изотопные методы могут нам подтвердить какие-то миллионолетние возраста, не приходится. И те эксперименты, о которых изотописты пишут, что мы удалось продатировать и точно получить, они, как правило, очень модельные, это очень редко удается сделать. А обычно разброс настолько колоссальный, и бывают такие противоречия в изотопных методах, что их как самостоятельные рассматривать нельзя. Крупнейший палеонтолог Борис Сергеевич Соколов, когда читал лекции в Московском университете, рассказывал такую ситуацию очень любопытную. Я брал на изотопию породы, прошелся по пластам и собрал образцы, сдал в изотопную лабораторию. Пришел, на следующий день мне выдали результаты, там все действительно хорошо, глубины у них возраст больше, потом постепенно возраст уменьшается, так до современных. Но я был сконфужен, почему? Простите, у меня было мало времени, сказал я не рассортировал образцы, отдал его в том порядке, в каком собирал, то есть совершенно в противоположном порядке. Тогда, сказал Борис Сергеевич, меня попросили прийти через некоторое время. Когда я пришел там, может быть, на следующий день, все опять было хорошо. Опять глубокие образцы были самыми древними, и так постепенно они выходили на современный уровень. То есть вот опираться на изотопные методы как на основные самостоятельно не приходится. Всегда подбирается тот образец, та его часть образца, которая дает тот возраст пласта, который соответствует эволюционным представлениям. Часто бывает, что только что изверженные лавы продатированные могут дать возраст там миллионы и миллиарды лет, а какие-то древние осадки могут показать возраст очень маленький. Вот такая ситуация, она обычна. И как мы с вами выяснили, с точки зрения сотворения мира, изотопные методы не могут доказать миллионы и миллиарды лет. Существуют методы, которые позволяют посчитать, сколько времени формировался пласт. Вот, например, Сергей Иванович Романовский, крупнейший sedиментолог, Санкт-Петербург, профессор, он публиковал ряд работ очень любопытных. Он посмотрел по пластам, и, как пишет Романовский, реальное время их формирования геологических структур составляет малую часть от тех возрастов, которые им приписывают. Сергей Иванович указывает цифру 1/1000, 1/1000%. То есть, если мы с вами берем кембрийский пласт, вот весь там 600 миллионов лет, начинаем смотреть по структуре и считать по формулам, сколько же времени это формировалось, там, как это происходило, наслоение, там какие катастрофы происходили, по структуре слоев это видно. Получается у нас несколько тысяч лет. А реальный возраст 600 миллионов лет. Как это сопоставить? Пласт имеет возраст 600 миллионов лет, а формировался несколько тысяч лет. Романовский говорит, что, видимо, там были какие-то перерывы в осадконакоплении, которые мы не наблюдаем.
Соответственно, их нельзя проверить, потому что их нет. Нельзя изучить то, чего нету. Как они названы геологами, это ненаблюдаемые и непроверяемые перерывы. Очень часто такие перерывы приходится предполагать в монотонной толще известняков. И говорить, что вероятно здесь есть перерыв. Почему? Потому что здесь там в корне пласта там где-то Кембрий, а здесь у нас там мезозой и кайнозой, там сотни миллионов лет куда-то нужно уложить. Точнее, где-то были перерывы, которые ненаблюдаемые и непроверяемые. Хотя в геологии есть масса сегодня данных, которые трудно объяснить быстрым формированием в результате всемирного потопа несколько тысяч лет назад, но над ними никто и не работает. Но зато есть много данных, которые нельзя объяснить с точки зрения миллионов лет, как мы с вами выяснили, а можно объяснить только недавним формированием нашей планеты. Но ведь надо изучать, надо исследовать это дальше. Если ученые займутся всерьез идеей всемирного потопа, катастрофического формирования земных недр, может быть, они поймут, как формировалась нефть, как формировался уголь, и легче будет искать массу полезных ископаемых. Вот, например, по золоту, по золотым рассыпям, какая ситуация? Золото формируется рассыпными месторождениями, например, речка течет или ручеек, она сносит легкие камушки, тяжелые камушки остаются на дне. Тогда дно обогащается самородками старателей, естественно, они ходят вдоль ручейков, там ищут это золото. Так вот, оказывается, золотородные месторождения в истории планеты расположены очень необычным образом. 86% рассыпей в докембрии, то есть там, где нет никакой жизни, да, кембрийский организм появляется у нас, миллионы каменелости по всей планете, в докембрии, на сотворенной планете, да, если рассуждать в рамках сотворения мира. 14% рассыпей в кайнозойскую эпоху, то есть вот в последнюю же эпоху, 60 миллионов лет. А вот на весь фанерозой от Кембрия до кайнозоя, то, что эволюционные пласты идут, и шла жизнь миллионами лет, там менее процента рассыпей. Возникает вопрос, что это было? Если это были миллионы лет жизни планеты, почему мы не находим здесь золотых рассыпей? Там что, речки не текли, ручейки не текли? Что там вообще происходило? А если это была всемирная катастрофа, потопа, скажем, тогда понятно, почему там нет золотых рассыпей. Во время потопа не было возможности тонкому перемыву, там какие-то ручейки, что-то там сортировать, там, отделять самородки, тогда понятно, почему их здесь нету. Сколько миллионов долларов можно было бы сэкономить, если бы ученым сразу было понятно, что золото надо искать либо в докембрии, либо уже в кайнозойскую эпоху. Вот один из примеров, который позволяет понять, насколько полезна идея сотворения мира даже в геологии. И кто еще может сказать о недавнем происхождении жизни на нашей планете? В последние годы появились несколько новых областей в современной науке, такие как палеобиология, палеоцитология даже. Ученые стали ковыряться в древних окаменелостях и обнаруживать там сохранившиеся белки, клеточные структуры какие-то и даже какие-то фрагменты генов, если это не очень старые. И какие здесь любопытные исследования. Группа исследователей под руководством Мэри Швейцер, это ведущий палеобиолог Соединенных Штатов, это пионерские исследования, начались они с 1983 года, в гнилостном ручье в какой-то Соединенных Штатах. Кстати говоря, удивительно, почему окаменелости динозавров имеют гнилостный запах. Если это происходило в меловой период 70 миллионов лет назад, все должно, никакой органик не должно там остаться, она должна развалиться. Они вот имеют такой гнилостный запах. И вот группа Швейцер выделила из костей тираннозавра Рекс структуру и деминерализовала ее. То есть убрала все минеральные компоненты, осталась одна органика. После того, как мы посмотрели в микроскоп, пишет Швейцер, мы были настолько удивлены, что не ушли с работы, пока 17 раз подряд не повторили эксперимент. Что же увидели палеобиологи в микроскоп? Вот это красные кровяные тельца, эритроциты, тираннозавр Рекс. Меловой период 70 миллионов лет. Сохранились мембраны, сохранились ядрышки. И это поразительно. Своим коллегам на конференциях Швейцарии вешали два стенда. Эритроциты тираннозавра Рекс и современного страуса. А теперь, говорит, коллеги, отличите. Сразу скажу, коллегам отличить не удается, настолько они хорошо сохранились. Но известно, например, если вы стаканчик там, с кровью там, поставите на подоконник, через там, несколько дней там, ни одного эритроцита не расстанется, все распадется. Где-то в окаменелости, почему это же не какая-то тундра, не какая-то мерзлота, почему по всей планете это все находят. Сохранились эритроциты, это весьма затруднительно. Биохимик, который делает доклад по этой теме у нас в стране, закончил удивительными словами. Теперь, как сказал он, рассуждать о миллионах лет просто не культурно.
надо смело смотреть правде в глаза. Либо жизнь появилась как-то очень недавно, и меловой период что-то другое, либо надо отвергать все эти исследования. А это публикация в журналах Science, Nature, десятки и десятки экспериментов. И сегодня сказать, что они ошибочные, никто не вправе. Это достоверные научные данные. Вот обнаруживают такие прозрачные кровеносные сосуды гибкие, их изгибают, они восстанавливают свою структуру. Это тоже тираннозавр Рекс, меловой период. Миоценовые рептилии возрастом около 5-6 миллионов лет, у них даже сохранился костный мозг. Это особенно поразительно, потому что костный мозг разрушается очень и очень быстро. И, как я уже сказал в начале еще о бактериях, те бактерии, которые удается восстановить из спор мезозойских возрастом 250 миллионов лет, и они оживают и живут, задают вопрос современной науки. Как могли сохраниться их ДНК 250 миллионов лет, не разрушившись? Дело в том, что ДНК очень устойчивая молекула. Она может жить в клетке только потому, что снуют десятки ферментов и постоянно восстанавливают нарушения, которые в ней возникают. Настолько сложна эта молекула. Нарушения возникают по разным причинам. Ионизирующее излучение или термодинамические просто флуктуации даже. Так вот, расчеты показывают, что даже в первобытном мировом океане, если не было этих ферментов, ДНК очень быстро разрушается. Фактически в обычных условиях за 1000 лет от ДНК вообще ничего не остается. Не то, что она нефункциональная будет, она вообще не будет определяться в растворе. И если нет ферментов репарации, соответственно, это спора, то чисто за счет термодинамики, ионизирующих излучений, как показывают расчеты ученых, и это опубликовано, за несколько тысяч лет от ДНК ничего не должно оставаться, и не то, что там функциональные блоки. А эти молекулы, эти споры, 250 миллионов лет пролежав, сегодня оживают и задают ученым вопрос, были ли эти 250 миллионов лет. И другое, конечно, дело понятно, что то, что эти бактерии не отличаются от современных, мезозойские бактерии, пролежавшие споры 250 миллионов лет, это является одним из доказательств отсутствия так называемой макроэволюции. Итак, некоторый итог. По человеку все достаточно прозрачно. Люди появляются неожиданно, сразу развитыми, переходов от обезьян не наблюдается, и идея сотворения мира здесь, она ясна. По животным именно такая же картина. Мы не находим переходных форм, эволюционисты говорят, что они когда-то были, но поскольку мы их не находим, говорить о сотворении мира правомерно и юридически грамотно. И в геологии та же самая картина. Хотя привычные миллионы лет, вроде бы мы смотрим на эти горы, моря и океаны, вроде бы они давно существуют, на самом деле многие данные говорят о том, что они могли сформироваться недавно и дать с собой вот все то многообразие древних организмов, которые мы видим в палеонтологии. Конечно, сегодня говорить рано о том, что геология может быть объяснена вся на уровне потопном, что это все недавно появилось, но дальнейшие научные исследования, может быть, подтвердят вот эти факты. И сегодня не только в палеонтологии, не только в антропологии, не только в биологии и генетике появляется все больше данных, которые приводят ученых к мысли о сотворении мира. И в других науках примерно такая же ситуация. Мне в жизни повезло, когда я защищал диссертацию, у меня был научным руководителем Владимир Евгеньевич Фортов, потом он стал вице-президентом Российской академии наук, и когда эти данные формировались, я был у Владимира Евгеньевича, дал ему этот материал, просил сказать, что там происходит во всей науке. И вот фразу здесь я его привожу. Факты, которые накопили в последнее время разные научные дисциплины, ставят под сомнение такие незыблемые теории прошлого, как дарвинизм, теория самозарождения жизни на Земле, общепринятое начисление геологических эпох. Последние данные палеонтологии и антропологии обнаруживают поразительно много общего с основными положениями Библии. Так пишет вице-президент Российской академии наук. Наверное, пришло время нам дать нашим школьникам все те данные, которые в науке накопились. Не только те, которые можно вписать в русло эволюции, но и те, которые ему противоречат. И дать данные тех ученых, профессоров и академиков, которые говорят о осознанности этого мира, чтобы те люди, которые завтра приходят в науку, те люди, которые завтра приходят в жизнь, а сегодня еще сидят за школьными партами, за студенческими скамьями, чтобы они имели полное представление о той научной фактуре, которая есть, чтобы они знали всю науку и чтобы дать им возможность самим выбрать, что им будет более по душе, будь то эволюция, будь то сотворение мира. Этим и должна заниматься наука. Она должна искать истину, какая бы она ни была, будь то сотворение, будь то эволюция. Если вы честные ученые, вы должны искать честно истину. И в заключение я хотел бы привести вступительное слово академика Юрия Петровича Латухова, с которым мы вместе делали этот учебник для школьников 10-11 классов. Слово это
сказано тем людям, которые завтра вступают в жизнь, тем людям, которые еще только знакомятся с биологией, и оно очень глубоко по своему смыслу, и мало где сегодня в прессе, по телевидению вы такое услышите. Глубоко уважаемые читатели, перед вами первый учебник биологии, не стесненный материалистическими рамками. Мы возвращаемся к Богу на протяжении столетия, вычеркнутому из нашей жизни. Минувший атеистический век крайне пагубно отразился на развитии биологии, ряда естественных наук и самого человека. В угоду вседавляющему материализму положение гипотезы эволюции возводились догматы, противоречащие научным фактам. Господа Бога заменил в умах поколений всемогущий естественный отбор. Ответственность за эту подмену в значительной степени лежит и на ученых. За последние 10 лет мои представления о мире и человеке претерпели коренные изменения и привели к твердому убеждению в том, что наш мир – результат высшего творческого замысла. Сложность, комплексность и саморегуляция в мире живого таковы, что неизбежно приходишь к заключению о наличии плана. Я пришел к выводу о существовании Творца еще и потому, что труды моих сотрудников и моей собственной работы показали, что не только происхождение человека, но даже происхождение обычных биологических видов не может иметь случайный характер. Каждый вид строго хранит свою уникальность. Его основные признаки связаны не с полиморфизмом, как мелкой разменной монеты, которой вид расплачивается за адаптацию в среде. Наиболее жизненно важные свойства вида определяет мономорфная часть генома, которая лежит в основе видовой уникальности. Случайные изменения в этих генах летальны, а значит, окружающий нас мир не может быть результатом естественного отбора. Тщательное исследование Священного Писания, пишет академик Колтухов, дает все необходимые предпосылки для твердой веры. Таким образом, вера и объективное научное знание не противоречат друг другу. Они говорят об одном и дополняют друг друга. Мы надеемся, что после длительного отступления от веры в жизни общества вновь возобладает мировоззрение, основанное на христианстве, определявшем формирование европейской культуры на протяжении 2 тысячелетий. Желаю вам успешного освоения предмета. Спасибо за внимание.